дети ненавидят родителей, братья ненавидят сестер. То есть вот эта вот ненависть, почему происходит? Потому что между ними вот этот контакт на тонком плане, это прям как трубки. Если у вас есть конфликты какие-то с партнером, ни в коем случае нельзя уходить. Ни в коем случае. Эти сущности, они могут влиять на вашу эмоцию влюбленности. Это ярчайший пример именно приворота. Если люди думают, что сейчас еще никто не пользуется магией, ох, как ошибаются. Есть определенные силы, которые заставляют нас быть одинокими. С такой подключкой постоянная подсознательная эмоция страха. Но если ты не вторая половинка, этот человек будет разрушать тебя. Вот эти все проклятия, всевозможные сущности, чтобы мы не объединились со своими людьми, потому что со своей второй половинкой сможем менять реальность. Мы можем такое достигать. Влиять на историю. 80% всех браков заканчиваются разводом. Некоторые люди в принципе не могут найти какие-либо отношения. А если и находят, то из этих отношений уходит романтика со временем, любовь, страсть. Хотя у каждого человека на Земле есть истинная вторая половинка. И именно с ней можно создать фантастические отношения, о которых можно только мечтать. И сегодня мы разберем алгоритм, как выявить этого человека, как его найти и понять, тот человек, который рядом с вами, он истинно ваша вторая половинка или нет. И в сегодняшнем видео вы поймете, как создать те самые яркие, классные, гармоничные отношения. Смотрите до конца. Вторые половинки, в чем их прелесть? То, что они являются друг для друга именно, это люди-ключи. То есть, что это значит? У нас есть у каждого человека 6 таких людей-ключей, которые, при соединении с которыми мы в какой-то сфере очень сильно растем, просто фантастически растем. И таких людей всего 6. Как и вторая половинка, она всего одна. Один человек. Всего один человек является тем самым, с которым нужно создать семью, и который выведет вас просто на новый уровень реализации, развития и так далее. Это на эту жизнь условно, да? Но вы с этой второй половинкой вы идете через многие жизни. Угу. То есть Ну, чаще всего, если это прям союз Просто такой как, божественный. например, когда у людей за жизнь несколько браков. Например, все браки хорошие, счастливые, но у них, со временем вот люди, как сказать, перерастают этот брак и идут, например, в другой. Такое же сейчас большое количество прям. Да, это значит, то есть смотри, со второй половинкой могут быть подсознательные негативные привязки. И в таких случаях люди могут или даже со своими вторыми половинками расходиться, или они могут, опять же, если они работают со собой, со своим подсознанием, то они встречают человека, вскрывают какие-то алгоритмы, которые там тянутся, скорее всего, еще из прошлых жизней, прорабатывают их, поэтому гармонично с этим человеком расходятся и идут к своей истинной второй половинке. Условно, у меня был развод, мы расстались с женой, с бывшей, просто ненавидели друг друга максимально, максимально ненавидели друг друга. Сейчас мы очень хорошие друзья, потому что, когда встретив Иру, она прорабатывала меня. Прорабатывала, чтобы они помирились. Да, она проработала, и мы просто гармонично, мы очень круто общаемся со своей бывшей женой. По-хорошему, если у вас есть конфликты какие-то с партнером, то ни в коем случае нельзя уходить. Ни в коем случае. Нужно через подсознательные программы, то есть через специальные практики убирать весь негатив. И после, или вы понимаете, что это тот великолепный, фантастический, уникальный человек, с которым вы раз и навсегда, или вы просто гармонично понимаете, я иду, то есть, что это не мой человек, и он понимает, и вы гармонично расходитесь и идете к своему истинному человеку. Да, то есть у людей чувства друг к другу могут возникать не только потому, что это истинная любовь, но и потому, что это негативные какие-то связи или подключки даже сущности и так далее. Есть сущности, которые работают в команде, и у двух людей подключаются друг к другу и создают между этими двумя людьми страсть, любовь просто какого-то огромного масштаба. Знаете, такая любовь со специями, с усилителями вкуса. И чаще всего вот эти вот усилители вкуса, когда крышесносная любовь, это просто сущности маскируют вот эту негативную связь, эту тяжесть, которая на самом деле будет у них потом раскрываться в отношениях. Поэтому абьюзивные отношения чаще всего начинаются там с огромной страсти и какой-то влюбленности сильной. То есть часто страсть — это вообще не показатель гармоничных отношений. Чаще всего это проявление, наоборот, негативной связи, которая тянется, опять же, с прошлых жизней или
с каких-то негативных проявлений или подключка сущностей. И это критерий, прежде всего, который показывает, что что-то не так. Так, ну и что теперь? Не может быть страсти между половинками? Она может быть, но здесь именно речь о такой безудержной, знаешь, когда ты встретилась, и ты не можешь удержаться, ты просто готова его съесть условно. Вот такая прям избыточная. Самое Как будто хорошее... ешь еду с глутаматом натрия. Да, Знаешь, она ела, очень которая, вкусная. просто нереально химоза вкусная. А просто. ты ешь червей. Таиланд, в конце концов. Какая эмоция является более таким правдивым показателем, что это твой человек? Это легкость. Тебе с этим человеком легко. Тебе легко с ним разговаривать, тебе легко с ним общаться, тебе легко с ним проявляться собой. Одна из крутых фишек вторых половинок, что ты можешь быть с ним собой. Ты должен быть с ним Полностью. собой. Потому что, когда ты пытаешься маскироваться, наоборот, твой человек тебя не увидит. И когда мы познакомились с Ирой, она мне словно в первый же день или во второй, она говорит, я слышу духов, я общаюсь с высшими и так далее. И Вывалила всё. моя реакция, то есть если бы она сказала это предыдущим парням, с которыми там встречалась, они сказали, куда ты, совсем больная, что ли? Какая была реакция у меня? Офигеть, круто, здорово, Тебе шикарно. нравилось такое, Конечно, да? я в восторге Во был. втором ряду же у него Просто у меня синий просто фиолетовый. ее сильное качество, у меня это наполнение. Да, но ты до этого никогда не увлекался таким, как Я поняла. уже работал с подсознанием, с мастерами. То есть я как ученик был. То есть я отдаленно знаком был, я сам не практиковал еще. И, Но было интересно уже, да? конечно, да я всю жизнь, все, что связано с магией, потусторонним, это меня всегда очень, конспирология, захватывала неимоверно. И тут человек говорит, я разговариваю с высшими силами, я Мечта общаюсь твоя, с да? духами. Я говорю, шикарно, берем 2. При этом Вася был прям Да, я материалистом-материалистом. максимально. То есть это вот это Ну, то есть это соединение. ваше инь-янь такое, Да-да-да. Да, в этом-то и своеобразное. прелесть. Когда вторые половинки объединяются, они помогают друг другу. У меня мои сильные качества – это говорить, вещать, это строить бизнес, это зарабатывать деньги. А у Иры получать информацию от высших, работать с подсознанием и так далее. То есть я ее своими силами, то есть когда мы познакомились, я ее вывел в некую популярность, я ее обеспечил деньгами, а она меня обеспечила знаниями, информациями и проработала мои блоки, которые мне мешали запустить успешный бизнес. Я Вырасти 8 в доходах. бизнесов запустил без нее провальных. Я потерял там кучу денег, очень много денег, и только с ней, с ее влиянием, с ее подсознательными проработками и с информацией от высших, от духов, я бросил котики, не мог их бросить много лет, алкоголь, потом перешел на питание, хотя об этом не было сверхжгучего запроса. То есть я лучше стал выглядеть, и мои доходы, и бизнес вырос в разы. Потому что она мне в этом начала помогать, а я ей помогать в своих аспектах. Обеспечивать ее финансово, и так далее, популярности и так далее. То есть это именно симбиоз вторых половинок. Да, есть вообще 3 важных эмоций, внутренних ощущений, которые возникают, когда ты встречаешь своего человека-ключа. Это не обязательно только и вторая половинка, но и, может быть, бизнес-партнеры, с которыми у вас будет там прям сильный рост, и так далее. Эти 3 эмоции соединяются в любовь. Да, то есть что такое любовь? Разберем. Первое – это удивление. Это когда вы друг другу не надоедаете, когда вы постоянно другого человека разгадываете и что-то находите в нем новое. То есть когда у вас с вашим человеком не проходит вот это вот восхищение друг другом и какое-то удивление, вау, а ты такой, вау, а вот так. И когда это вот реально вторая половинка, сколько вот мы лет Давай вместе. примеры приводить. Да. То есть мы уже 7 лет вместе. Я на днях Ире говорю, Ира, мы с тобой пропустили кризис 5 лет. Что происходит? Где он? Мы пропустили. Как жаль. Вообще, кризис, отношений 5-летних пропустили, а до этого еще Забыли. и год, 3. Вообще все знаковые даты пропустили. Я от нее всегда удивляюсь именно ее силам, ее общению с высшими. И я в восторге всегда. Просто вот эти знания, которые она получает, которые мы тренинги обучаем нашим знаниям, я от этого всего в восторге. Просто и годы проходят, и этот восторг, он не уходит. И это является как раз-таки тем критерием, что удивление, этот человек тебя всегда удивляет. Мои шутки, Ира самый благодарный мой зритель. То есть, представляешь, мы 7 лет живем вместе, никогда не расходимся, то есть даже там не на сутки.
и я рассказываю какие-то свои шутки, прибаутки, и Ира Я бы не всегда выдержала. в восторге. То есть, понимаешь, проявлять надо себя. Да. Тут, конечно, следующий момент, что люди не понимают, кто они на самом деле. Для этого нужно выявлять их потенциалы. Я думаю, мы оставим ссылочку про то, Конечно, как да. выявить свои потенциалы, чтобы человек понимал себя прежде всего, потому что, ну, это очень важно. С этого надо начинать. Хочешь найти вторую половинку, найди сначала себя. Да, ребят, про потенциал у нас снято несколько просто потрясающих видео, которые побили все рекорды на моем канале. Здесь будет прикреплена обложка, ссылки также будут в описании. Сегодня будем касаться потенциалов, но не так много, поэтому кому интересно, проходите смотреть. Соответственно, то есть вы выявили, вы понимаете себя, и опять же, Ира всю свою жизнь, она скрывала этот талант. Я бы никогда бы за нее, ну, я бы не удивился, зацепился. я бы не удивился, если бы она это скрывала. И если бы я свои шуточки не рассказывал бы, это не зацепило бы ее. Если бы я не помогал ей финансово, потому что есть парни, ты должна сама финансово стать на ноги, и вот мы с тобой станем как полноценные, там, феминизм forever, полноценные партнеры. Но в ее аспекте я ей должен, ну, я ее финансовую защиту должен предоставить, потому что это моя сила. Если бы мы пошли вот по канонам, которые сейчас навязываются, не получилось бы этого взаимодействия. Как вы познакомились, ребят, расскажите. Это магическая история, полная мистики, магии, фантастики, и она удивительна с двух сторон, поэтому я думаю, мы сейчас вдвоем расскажем. С чего все началось? Я был когда-то женат, развелся, все полетело в тартарары, и я полетел на Бали искать себя. И жену заодно. Думаю, ну, в Сочи не могу найти, полечу на Бали. Прилетаю на Бали, логично, что никого там тоже не нашел, кто бы меня там ждал. Соответственно, и потом в один момент, помню как сейчас, это апрель месяц, у меня возникает, май даже, у меня возникает очень жгучее желание, надо ехать в Россию. Надо ехать в Россию за девушкой. Очень, прям не могу, хочу, надо ехать. Опять же, я там 7 лет не мог себе найти вторую половинку, сейчас что-то прям загорелось. И именно прям точечно надо лететь в Сочи. Ты прям почувствовала, Да, я прям это? надо лететь в Сочи за девушкой. Вот, очень хочу. Хотя, опять же, я жил до этого в Сочи, и все там продал, мне там ничего не осталось, вообще ничего. Ну вот именно надо туда ехать. Прилетаю в Сочи, говорю друзьям, я прилетел буквально на месяц, сейчас встречу свою ту самую и опять на Бали. Они говорят, ну, конечно, порассказывай нам ту самую. То есть ты здесь кучу лет жил, не получалось, а тут ты за месяц. Я говорю, не знаю, вот будет так. И, соответственно, проходит буквально, я там пытаюсь со всеми там знакомиться, я на охоте максимально. Я еще не занимался тогда ни там работой с подсознанием, не знал ни потенциала. То есть я вот был максимально такой далекий от саморазвития человека, условно. Эзотерики вообще не касался никак. Ну, я уже работал с подсознанием, то есть с мастерами, с другими, но сам еще не практиковал, не знал каких-то инструментов, вообще никак не знал, то есть исключительно как клиент был. Остается там примерно 2 недели, и мне пишет девочка в Инстаграме. Это было ты? Один из первых вопросов, которые я потом задал при встрече, это сколько ей лет, потому что, ну, очень молодо выглядящая. Я говорю, давай встретимся, она, да, давай встретимся, думаю, все, неважно кто, надо встречаться. Соответственно, встретились, и на следующий день мы стали жить вместе, то есть через день мы уже съехались, и после этого мы более 5 лет ни разу ни на один день не разлучались, а живем уже практически 7 лет вместе. Вау. Это быстрая история, без магии и эзотерики, потому что я не знал, что происходит в этот момент за кадром. А вот сейчас, что происходило за кадром. А в этот момент я 4 месяца прорабатывала себя на тему отношений, потому что у меня с самого детства, да, ну вообще до 22 лет был постоянный трэш в отношениях. То есть мои подруги говорили, типа, где ты находишь таких парней-мудаков? Почему они присутствуют в твоей жизни? На какой ярмарке ты их покупаешь? Ну и так далее. И я в какой-то момент, мне было тогда 18 или 19 лет, я полностью разочаровалась в отношениях, в любви. Я поняла, что ничего такого не существует, вторых половинок не существует. И просто на 3 года отказалась от любых отношений. И подумала, так, я буду реализовываться, развиваться. Ну, зачем мне эти мужчины лет в 40? Я там для вида с кем-то поженюсь и рожу детей, условно. И потом, когда я начала работать со своим подсознанием, развивать свои способности и так далее, мне мой дух
сказал, что мне нужно, чтобы вырасти в финансах и реализации, встретить мужчину, потому что он мне какие-то ключи к моей реализации откроет. И я такая: ну Это ладно. как твое высшее я, да? Да, это вот как высшее я. Небольшой И контекст, можно я тебя чуть да. перебью? Ира стесняется о себе такое говорить, но это просто величайший маг, волшебник и ченнелер. То есть у Иры есть способность. Это сапфировый потенциал. Мы сейчас не будем про потенциалы рассказывать. Она умеет просто общаться с духами, общаться с высшими силами, взаимодействовать с тонким миром. Рассказывай дальше. Такая Да. ремарка была. Вася всегда лучше обо мне рассказывает, чем я о себе. И мое высшее я стало передавать мне информацию о том, как и что мне проработать, чтобы встретить мужчину. И вот я 4 месяца с утра до ночи прорабатывалась, чтобы встретить мужчину, чтобы найти свою любовь. И потом в какой-то момент я ощутила, что я много там всего прорабатывала. В какой-то момент я ощутила, что мой мужчина где-то далеко, и я не могу его встретить в этой жизни, типа, вообще. У меня это ощущение, оно было с самого детства, такое, как будто какой-то мой человек, он где-то в другой вселенной. И я начала смотреть, откуда это идет, и вышла вообще одна из прошлых жизней, где ведьма поставила на нас проклятие, что мы 500 лет просто ходили параллельными путями и не встречались. В разных жизнях. Да. То есть в То есть каких-то не жизнях вы могли так и не пересечься. встретились. Да. Ну вот 500 лет подряд мы не могли пересечься. Ведьма, которая наложила проклятие, 500 лет мы не могли встретиться, и я прорабатываю эту программу, убираю ее и начинаю ощущать, что мой человек близко. И в этот момент мы Да, мы потом с потом Васей состыковывали, когда была состыковывали. проработка, и выяснилось, что это было в том апреле, когда у меня возникло жгучее желание, надо лететь в Сочи, а Ира в этот момент была в Сочи. Ей высшие силы сказали, что ей нужно ехать именно в Сочи. Да. То есть она уже знала, как я буду выглядеть. Ну, вот. Причем я могу понять Иру, да, которая на контакте со своим высшим я, но ты говоришь, что ты на тот момент был не связан вообще никак с Да. эзотерикой. Обычно для людей, кто, как-то не раскрывает свои способности, им тяжело слышать интуицию и вот всякие Там не такие интуиция. нюансы. Я бы, знаешь, это... Там не то, чтобы я прям чувствовал свое там высшее я и так далее. Я просто понимал, что я сюда приехал, у меня здесь не получается, и я думаю, надо ехать в Россию и да в Сочи. Вот просто, наверное, в Сочи надо ехать. Я там жил, вот почему-то надо в Сочи, хотя там у Но меня не все равно, получалось. да, то, что ты описываешь, это все равно интуиция по факту. Ну, да. В любом случае, да. Так, и, в общем, ты проработалась. Да, я проработала. Потом, я не буду рассказывать всю эту историю, потому что она была огромная, очень интересная. Да, и, между прочим, мы ее еще и обсуждали в, по-моему, одном из наших с тобой видео, поэтому можете посмотреть там. И потом мне продолжила высшее я рассказывать, что прорабатывать, и в какой-то момент я такая уже все, никакие проработки не работают, ничего не получается, потому что я прорабатывалась, и я встречала мужчин, но они все оказывались как бы, что это не то. Например, я прорабатывала у себя, что мужчины не дарят мне подарки. Мне начали дарить подарки. Я прорабатывала, что мужчины не занимаются саморазвитием. Мне начали попадаться мужчины, которые занимаются саморазвитием. И вот так прям каждый пункт я ходила на свидание, смотрела, что мне не нравится, прорабатывала это, и мне начинали притягиваться другие мужчины. Потом вот буквально за несколько дней до того, как я встретила Васю, я просто разговаривала с подругой и говорю: все, это не работает, все, вторых половинок не существует, любви не существует, я уже в это все не верю, потому что 4 месяца с утра до ночи я только делала, что прорабатывалась. Мне подруга такая говорит, а она вместе со мной, мы вместе прорабатывали друг друга, себя прорабатывали, в общем. Она мне говорит: слушай, а может это типа негативная программа? Я такая: о, точно, это же программа, что любви не существует, вторых половинок не существует. И я ее у себя прорабатываю. Потом происходит очень странная вещь. Я через несколько дней буквально сижу дома и ощущаю, что я больше не встану с этого дивана, пока не встречу своего мужчину. И это было настолько такое сюрреалистичное ощущение, что я была уверена на 100%, типа, все. Я ложусь спать, мне пофиг, пусть залезает в окно, пусть делает, что хочет, но я не встану с дивана, типа, пока он меня не найдет. Хотя я не то чтобы человек, который не любит действовать условно, потому что я на столько свиданий сходила. И я ложусь, просыпаюсь в 3 часа ночи,
Не знаю, зачем я проснулась в 3 часа ночи, потому что я обычно не просыпаюсь, я сплю беспробудным сном. И подхожу к телефону и смотрю, а мне подруга, почему-то ей взбрело в голову в этот вечер поискать людей, которые переезжали с Бали в Сочи. То есть как она это сделала, я не понимаю. И она мне присылает Васин аккаунт Инстаграм и говорит: слушай, похож на твоего. А она вместе со мной его видела в прошлых жизнях. То есть у нее тоже способности ясновидения. И в прошлых жизнях мы обе видели Васю, и я прям знала, как он будет выглядеть, черты лица, глаза, волосы и так далее. Потом мне еще высшие передавали ряд моментов насчет того, что мне нужно будет с ним быстро сойтись, у нас типа быстро отношения начнутся, а я была приверженец старых взглядов, типа мы год держимся за ручку, потом поцеловались, вот такое. А мне сказали, что буквально там за 2 Не, ну мы-то недели. так и получилось, мы просто не разрывались, мы взялись за ручку и просто год в одной квартире жили, а так держались за ручку. Потом мне сказали, я была фрукторианкой на тот момент, мне сказали, и мне было, типа, важно, чтобы мой мужчина тоже был фрукторианцем. Но мне сказали, нет, типа, он будет пить, курить максимально, и ты поможешь ему, короче, трансформироваться в образе жизни. Потом мне сказали, что мне надо будет познакомиться с ним первой. Хотя я никогда не знакомилась первой с мужчинами. Я, в принципе, ни с кем не знакомлюсь. А тут еще... Ну, это, в общем, был квест. И я смотрю на него в Инстаграме и такая: да, похож. Реально очень похож на того, кого я видела в прошлых жизнях. И я написала ему. Написала первое, как мне и сказали высшие. Он мне ответил. И вот мы встретились. И И сколько вы с вместе того уже? дня... Сейчас уже около 7 лет, ну, вместе. Ну, вот мы Да. познакомились, то есть мы встретились. Опять же, сейчас я смотрю на те фотографии, мы с Ирой это неоднократно обсуждали, что я смотрю на ее фотографии и говорю: Ира, ну вот скажи, как ты меня вообще закадрила, потому что она настолько была не в моем вкусе, настолько... Ну, она сейчас великолепно выглядит. Тогда она была великолепна, но чуть-чуть не так. И то есть я сейчас вот думаю, как это вообще возможно было? Как это произошло? Можно показать мою Да, фотографию, тут ряд видео. фотографий. В этом же и прелесть вторых половинок. Они при соединении помогают друг другу выйти на новые уровни. Мы после того, как с ней познакомились, мы потом прилетели на Бали, и я встретился там с какими-то знакомыми, с которыми раньше общался, и они говорят: ты изменился внешне, ты стал мужественнее, ты стал ярче и так далее. И Ира, Да. опять же, прикрепим фотографии, очень сильно изменилась, она похорошела, она стала очень красивой, она была красивая, но сейчас просто прекрасно. Хорошо, идем дальше. Первая эмоция — удивление. Ваш человек вас будет удивлять. Вторая эмоция. Это эмоция интереса. Это когда вам интересно проводить время друг с другом. То есть и есть при этом какое-то вот такое притяжение, магнетизм. Вам нравится просто вот быть в поле друг друга, вам легко в близости, да, то есть находиться там в быту и так далее. Очень легко и просто. Ну, как, например, у нас с Васей, ну, супер просто в быту. Мы очень классно ладим, у нас, ну, не Это знаю. удивительно еще, знаете, такие в тонкостях проявляется. Например, мы не любим холод. У нас всегда выключены кондиционеры, у нас жара, пекло, у нас в Майами, мы жили в Майами, и у нас кондиционер на обогрев, люди не понимали, что происходит. Я не И это понимаю прямо сейчас. И это у нас у двоих, то есть это не у одного, это у двоих. И у нас в быту какие-то тонкости, и они просто ну, это удивительно, Да, как да, это да. может Хорошо, вот давай я состыковываться. сразу зацеплюсь, потому что я как раз с подругами разговаривала много об этом. У меня есть пары, которые вот прямо противоположные. У нас там тоже часто была такая история, что одному человеку, например, нужно закрыть шторы, другой любит, чтобы было светло. Или вот тоже у меня у подруги так вот, как вы говорите, одному партнеру нужно, чтобы был везде кондиционер там и так далее, не дай бог что-то выключится, другой мерзнет, кутается, и у него всегда все выключено. Это что, 100% не ключи и не половинки или вот как? Ну, это не 100%, потому что, может, там что-то нужно проработать в этой паре. Но вообще
То есть эмоция интереса, если смотреть в нее глубоко, это такая эмоция легкости, магнетизма, и когда вы получаете удовольствие, находясь друг с другом. А удовольствие это и в том числе то, что как вы создаете Я просто не пространство. представляю, если бы, То ну есть вот, это именно вот в близости, понимаешь? Потому что со своим человеком ты все-таки в близости. Там с друзьями, там чуть-чуть по-другому, понятно. Мгм. я просто не представляю, вот я знаю, как ты любишь холод, и я бы просто не смог находиться бы в этой комнате, если бы, ну, просто Ну для да, меня вот это морозилка. То есть, как и я понимаешь, в это, жаре. ну, это был бы очень нелегкий быт. Да, ну видишь, ну вот мои как-то друзья умудряются договариваться в целом, ну или как-то вот у них там свои настройки на эту тему. То есть я просто пытаюсь понять, Ну, является ли это если для факторами. них это не критично, потому Мгм. что, знаешь, есть же еще, ну, как для меня. Для меня голос критично, но не Ну для да, да. всех такая штука. То есть просто есть какие-то критичные моменты, в которых вот вторые половинки, они сходятся. А есть что-то типа не критичное. Ну, например, я постоянно забываю выключать свет, кондиционер, и все. И Вася тут, за да, мной конечно, ходит, нужно выключает. очень много конфликтов в парах возникает из-за просто непонимания друг друга. Но опять же, не понимают потенциала. И мы сейчас на днях мне рассказывает сестра, говорит, представляешь, познакомилась с парнем, и Ой, он, да. и он говорит, слушай, я хочу, ну, то есть моя бывшая жена, она такая инфантильная, она не выключала свет, она о себе не могла беспокоиться, она не могла там запомнить, что ей там машину надо заправить, а это просто у этой девушки нет оранжевого потенциала, просто Да. у нее другие, Или ну, вообще из функции. ДВГ, может, у человека. Сейчас Ну, то это есть это, популярно тоже. ну, просто человек думает, что у него это получается, и всех должно получаться. Но это не так Ну, равняем по совершенно. себе, Это да. совершенно не так. И я, например, понимаю, какая Ира. Да, я просто иду и выключаю везде свет. И там все, что тратит электроэнергию, там на ночь иду, выключаю. Вот, видишь, тебя это не триггерит. А Да. Я знаю большинство это, в видишь? парах, вот этот триггер, что да какая она там или он ужасный, потому что ну какую-то мелочь не сделал. Для этого Мгм. нужно понимать потенциалы, нужно понимать, кто перед тобой. Это очень важно. И плюс нужно убирать подсознательные программы, которые цепляются за эти проявления. И вот, ну, когда, да, надо отношения, это, ну, работа. То есть они не даются просто так. Даже у вторых половинок отношения, они претерпевают изменения, но для этого и нужна любовь, чтобы легко это проходить, чтобы были силы на прохождение это. Потому что, да, у нас бывают тоже какие-то конфликты, какие-то взаимодействия, но они проходят, и мы, ну, мы понимаем, что мы дальше идем, у нас глобальные цели, у нас глобальные миссии и так далее. То есть не будет, сейчас, Плюс давайте я уже договорю, давай, давай. мы просто заведомо сразу договорились, например, о нескольких факторах. Первое — это тотальное доверие, вот тотальнейшее. То есть речь про измену невозможно в теории даже, вообще невозможно. Ну, во-первых, она все узнает, она спросит выше. Еще до того, как ты захочешь. Я подумал об этом. У нас вообще на телефоне телеграммы друг друга. Да, у нас телеграм, да, то есть это классическое, не знает пароли. У меня, ну, у нас у обоих вбиты все соцсети, то есть доступы ко всем, ну, то есть в принципе я Вы прям следите друг за другом? не следите, я просто отвечаю на ее сообщения. Она не Мгм. отвечает, и я просто захожу всем сообщениям. Там ей, да, и пишут в соцсетях, там, можно с тобой познакомиться, я пишу, ну, не знаю, зачем. Я Васе сразу Я всё тебе там шучу и переадресовываю. так далее. То есть там, что Кирилл. То есть тотальное доверие. В принципе, у меня никогда такого не было, чтобы прям закрывать телефон от своего человека, типа, смысл. Ну, тебе комфортно, то есть Ну это в да. твои рамки там Да. личного комфорта, личная граница, Да. но он входит, и вам Ну, комфортно. то есть мы не лазим, не смотрим друг друга прям переписки Ну вот каждый день. смотри, в такой момент, Это да, не вот ты вариант. затронула, что отношения — это работа, и ты понимаешь, что в них нужно вкладываться. И я думаю, что большинству женщин, кто будет смотреть этот подкаст, им откликнется, что у 80%, вот как ты сказал, да, которые, скорее всего, и разводятся, у их мужчин, например, нет в голове такой галочки, да, и такого понимания, Да. что отношения — это работа, и нужно вкладываться, и еще, господи, не дай бог, что-то прорабатывать. И вот и женщины в отношениях с этими мужчинами, и не обязательно эти мужчины какие-то плохие, это может быть прекрасный отец, он может шикарно там, ну вот все Ну да, ценности, да. да, которые, например, у этой женщины, он всем ценностям ее соответствует. Но, например, он считает, что вот эти все психологи, проработки и так далее, это просто чушь собачья. И вот что ей делать? Искать такого идеального, как я. Шучу. Смотри, вот здесь мы подкрадываемся к фундаментальным, важнейшим аспектам. Как создать шикарные отношения. Это, ну, просто очень важная мысль.
работая с собой, меняя свои подсознательные программы, сценарии, алгоритмы, ты автоматически меняешь всех людей, которые находятся в твоем поле. Если ты хочешь улучшить свои отношения, ты должна понимать, что ты на 100% ответственна за эти отношения, как и твой партнер на 100% ответственен. Что это значит? Это не значит, что он свесил лапки, а ты фигачишь, как Папа Карло. Нет. Это значит, что ты, работая с собой, можешь менять на 100% все. Соответственно, ну да, возможно, ты более осознанная. Ну да, у тебя, на твоих плечах это стоит улучшить эти отношения. Ты начинаешь работать с собой. Когда мы с Ирой познакомились, я пил, курил, употреблял наркотики, а она была фрукторианкой. Представляешь, то есть это просто пропасть между нами. И, соответственно, если бы она мне начала бы условно пилить и рассказывать, ты какой плохой и так далее, что бы из этого получилось? Благодарю, до свидания. Но что делала она? Она у себя выявляла, что ее мужчина в зависимости, что у нее по роду у мужчин были определенные дискомфорты и так далее. То есть, что ей не нравится во мне, она у себя убирала. Потому что я бы не мог появиться в ее поле со своими вот этими тараканами и проблемами, зависимостями, если у нее не было бы под это, условно, разрешения, под это своих программ. Тут надо понимать, смотри, что... Я могу рассказать пример, да, про проработки этих зависимостей. То есть, когда я встретила Васю, меня уже выше предупредили, но я очень чувствительная была уже в тот момент. И я прям ощущала, как его душа плачет, как просто... Не было такого, да? Моя душа такая, мама! Вот, короче, как его душа плачет, и что на самом деле, его дух не хочет быть в этих зависимостях, но он просто, короче, в клетке. Но я Васе ничего не говорила, я никогда такой, типа, переставай курить, нет. Я просто ночью шла и у себя прорабатывала, что мой мужчина в зависимостях, что по роду, вот как Вася говорил, да, что у меня были мужчины в зависимостях, и я 7 дней прям это прорабатывала. То есть ты не трогала вообще Васю, да? Нет, То есть ты нет, я прорабатывала ничего ему именно ни слова не себя, что говорила. у тебя есть подсознательные сценарии, Да, и какие-то программы, да, да, которые что мужчины тянутся с рода. такие, да. Вот как я прорабатывала до этого, что мужчины не дарят подарки, что мужчины там жадные, что мужчины А вот незаботливые. где ты находила ключевые первопричины, где ты находила? Вот ты говоришь, по роду у тебя тянулось, что мужчина — это человек с зависимостью. Да, есть, А вот там подарки, еще что-то. во-первых, есть специальные практики, через которые можно находить первопричины у себя и какие там у тебя стоят сценарии, негативные программы в голове, которые мешают встретить Просто своего какие человека. причины примерно бывают, чтобы вот наши зрители поняли, да, вот что родовые бывают, да, там бабушка какой-то сделала вывод, или у бабушки дедушка пил там, или еще что-то. Что вот еще подобное? Сейчас я закончу мысль. Просто через 7 дней после проработок этой темы Вася бросил курить, пить и наркотики в один день. За один вечер. Это тоже магическая история. Сейчас давай мы ее закончим, и я потом на твой вопрос отвечу. Как это произошло? Я курю. Не самое легальное на земле, курил. И вот, соответственно, мы, находясь в Питере, а там Клондайк, можно все, что угодно найти. И, соответственно, я покупаю, зашел на кухню, все там себе организовал, все, процесс завершился, я выхожу в зал, что-то там спросить у Иры, и возвращаюсь, а дверь на кухню закрыта. А я даже не знал, что там замок есть. То есть она просто закрыта, не открывается. Я ее пытаюсь вскрыть, не открывается, и все. А у меня там чайник на плите, там все, у меня на кухне там жизнь кипит, условно. И я говорю Ире, Ира, спрашивай у духов, что происходит. Она обращается к домовому, к духам этого дома, они говорят, тебе нужно бросить курить. Тебе? Да, тебе надо перестать курить. Я думаю, не буду курить в доме, буду там на улицу выходить, где-то организуюсь. Она такая, нет, тебе нужно прям бросить курить. А я до этого давно хотел курить бросить. Давно хотел бросить, как все и все, это. я думаю, кто курят, давно хотят бросить курить. Да, я именно, опять же, не про сигареты. И, соответственно, я даже пытался много раз делать это. Закодироваться пытался. Условно, там, разными путями. И, соответственно, мне говорят, надо бросить. Я такой, окей, я готов. Они такие, все, завтра там сделать надо ряд проработок, и все. И я принимаю это решение, поворачиваюсь, и дверь открывается. Да, это было просто... И все. То есть ты понимаешь, насколько это, на меня было шоком, что я не мог вскрыть дверь, я поворачиваюсь, когда мне говорят, да, окей, условно, заходи, и дверь открывается, я такой, хорошо. На следующий день идут проработки, и все. И после этого вечера я не пью, не курю, не ем, не сплю, не работаю. Имеется в виду все
негативные проявления, которые так беспокоили Иру, да и меня. Сколько лет вы встречались, и он пил и курил? Не, Месяц. А, месяц. Ну, конечно, да. это в самом начале. Я очень Я поняла. нетерпеливая. Ну да, да. И вот. Я просто очень чувствовала прям, как его душа плачет. Вот, и что ему нужно из этого выходить. И потом, когда происходит эта вещь, закрывается дверь, и Вася говорит, ну, спрашивай. А я там видела домового, ну, в смысле, в этом доме был домовой, потому что у меня пропадала помада, пропадала майка, потом появлялась, ну, У меня короче. пропали зависимости. Да-да-да, Вася. Вот, и я когда настроилась на этого домового, и он мне говорит, ну, Вася бросит курить, я открою дверь. Я думаю, блин, а если Вася сейчас скажет, что я брошу курить, а дверь не откроется, типа, Да, а да. вдруг это мои фантазии, типа. И потом он говорит, дверь открывается, и я тоже, типа, что? Как? И я тогда прям очень сильно не верила в свои способности, и вот такие всякие ситуации, они помогали мне больше поверить. Тут еще, видишь, важный момент, что девушки, женщины, просто я говорю про женщин, потому что чаще все-таки они стремятся улучшить отношения, сохранить их и так далее. Хотя, конечно, и мужчины порой это делают. Но вот работая с собой, то есть Ира работала исключительно с собой, но менялся я, мое отношение менялось. Если бы она не делала этих проработок, скорее всего, была бы послана с этим домовым, с этой дверью и со Ну да. всем, что там было сказано. Но я изменил свое, неосознанно для себя изменил свое мнение, изменил свои решения, и это привело к тому, что я дал согласие бросить, мы там проработали программы зависимости, и все. И просто по щелчку. Я даже специально проверил такую вещь, думаю, ну, на всякий случай, Да. я оставил себе маленький кусочек, положил ее в кошелек, и полгода или год даже просто она со мной возила. Там было настолько мало, что на границах нигде бы это не заметили, но условно, что у меня есть, что я это не просто я иду через силу воли, а просто у меня изменилось мышление. И я прокатался год и просто потом где-то выкинул, потому что, ну, это не нужно. Поэтому, если девушки переживают, что мужчина их не меняется, что они с собой работают, а он никаких действий не делает, вам нужно прежде всего убрать у себя, перестроить алгоритмы, и мужчина изменится, он будет по-другому относиться к тому, что вы делаете, к отношениям и вообще в принципе к вашей жизни. Но работать надо с собой. Мы не можем повлиять на другого человека, но мы можем повлиять на себя. Да, было очень много случаев, когда через наши практики я прорабатывала разные отношения с людьми, там не только с Васей, и просто вплоть до того, что, условно, мы с человеком были в сильнейшей ссоре, там полгода я была заблокирована у человека, после проработки на следующий день он меня там добавляет в Инстаграме, разблокировал и написал кучу благодарностей и извинений. Или как я прорабатывала очень старые отношения, у меня был момент, я прорабатывала с одним человеком, с которым у меня давно были отношения, очень такие странные, не очень хорошие. И после проработки мы 4 года с ним не общались, никак не контактировали, не переписывались. На следующий день он мне пишет: «Привет, Ира, извини меня за все, что я с тобой делал». И я такая... Такое часто бывает. У нас в тренингах часто такое люди пишут, там в личной работе. Девушка одна сделала первый раз практики и пишет, говорит, я прорабатывал отношения с братом, мы с ним не общались, и он мне на следующий день то же самое, как говорит, он мне пишет и говорит, как ты, то есть просто хотя до этого, ну, годами не писал. И такое очень часто происходит. И вот здесь скрывается момент, как это работает. Почему я работаю с собой, а меняешься ты, если мы с тобой, ну, в одном поле или вторые половинки и так далее. То есть у нас с нашими людьми и, в принципе, с людьми, которые рядом с нами, есть определенные связи энергетические. На тонком плане это прям как трубки. Они соединяют нас с нашими людьми. И эти связи могут быть позитивными, а могут быть негативными. И вот эти связи, они нас притягивают. Соответственно, с нашими вторыми половинками, с нашими людьми, ключами, мы вот стягиваемся позитивными этими намерениями, так скажем. Но если там есть блоки, если есть там контракты, если есть всевозможные влияния магического аспекта и так далее, там сущности подключены, то эти связи рушатся, эти взаимодействия искажаются, у нас происходит там, притягиваемся мы с другими людьми и так далее. И возникает тогда какой-то трэш в отношениях, вообще в жизни. И работая с собой, ты работаешь с одной связью. Ты именно ее прорабатываешь. Ты как бы убираешь и у себя, и у человека, условно. У него
ну, меняется, как я говорю, отношения, меняются мысли, состояние по поводу тебя или какой-то ситуации. Поэтому работайте с собой. Да, и третья эмоция, которая связана с чувством любви, это эмоция радости. Это когда в паре, соединяясь, люди начинают прям расти в реализации, там, в финансах, не знаю, в красоте и так далее. Да? То есть по каким-то сферам начинается очень сильный рост, у них возникает очень сильная синергия. И очень часто, если в паре нет такой эмоции радости, то у них может быть, например, очень сильная любовь, интерес, легкость, там, страсть, удивление друг к другу, но когда они вместе, просто у них все разваливается, там бизнес разваливается, проекты на работу не берут. Вот у меня одна такая клиентка была, она говорит, я встретила мужчину и начала с ним жить, он был успешным, просто типа потерял бизнес, все развалилось, все стало очень плохо. И вот такие истории очень часто происходят, когда нет радости. То есть радость — это такая польза, выгода, это синергичные, полезные взаимоотношения. А почему я нет? Вот. Ну, опять же, либо эта связь заблокирована, либо это просто не твой человек, просто Ну, неподходящий то есть человек. можно либо разблокировать, Да. либо увидеть, что Что это это не человек. Да, не то есть есть твоё. специальные практики, через которые можно увидеть, условно, твой человек это или нет. А, Что вас связывает? Вас связывают какие-то негативные связи, какой-то страх, какая-то привычка там из детства, да, или какой-то сценарий отношений родителей. Вот. Или вас связывает действительно вот удивление, интерес, радость, то есть любовь в таком большом Да, плане. важно понимать, что эти практики, они не то чтобы доступны только уникально, там Ира общается с высшими, и она может ими оперировать. То есть, ну, я ими могу работать, если у меня нет таких талантов. Ну и, в принципе, у нас там больше 1000 человек проходили наши тренинги, и они научились работать со своим мышлением, с подсознанием и меняют свою реальность, словно как пластилин. То есть каждый научиться этому может. Ну, понятно, нужно желание, хотение. Желание и Желание и хотение. хотение. Откуда бывает тянется вот это все, что мы говорим, вот эти блоки, да, какие-то там программы, сценарии, откуда помимо родовых историй, что это было там у наших родителей, бабушек там и так далее, откуда это еще? Вот очень много же вы делали проработок, какие были первопричины? Да, я сейчас расскажу. Есть глобальные аспекты, которые очень сильно, ну, влияют на то, что нельзя встретить своего человека или, в принципе, уходят эмоции там из отношений. И более локальные. Вот сейчас про локальные. То есть, например, у нас, примеры буду из практики исключительно приводить, то есть на реальных событиях. Была девушка, которая, как только вступала в отношения, у нее мужчины все курили. А она не хотела, не любила, чтобы они курили. А они курили. Даже если не курили, они начинали курить. Да-да-да. И, соответственно, когда начали выяснять, то есть первопричину, там через специальный алгоритм спрашиваешь у духа человека, и ей пришло, что ее отец курил. И, соответственно, мать всегда акцентировала на этом внимание, что мужики курят, всегда курят, 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 курят. И она, девочка маленькая, в голове муж курит, муж курит, муж курит, муж курит. И все, она этого не хочет, но неважно, в подсознании программа есть, у нее еще и фиолетовый потенциал, она это еще усиливает. И все, пожалуйста, муж курит, и он не хочет курить, но она его заставляет курить на подсознательном уровне, ее программы его меняют, и он начинает курить. Перепрошиваем, все уходит, все. Да, люди с фиолетовым потенциалом, они прям очень сильно могут влиять на реальность других людей. Какие другие могут быть алгоритмы? Я вчера смотрел фильм, называется «Семьянин» 2000 года. Шикарный фильм, прикольный, но там такая встраивается программа жесткая. Там про то, что очень богатый человек, когда был один, и он возвращается, ну, условно, в прошлое, можно так сказать, и как бы, если бы он был бы в отношениях, у него была бы там бедная, в займах жизнь, но якобы шикарная, счастливая. Семья. А если бы вот он был один, успешный, гипер, но То есть несчастный. либо то, либо Либо то, то, да? либо да. то. Все, пожалуйста. Ой, это И если этот программа. фильм, ну, он на меня, например, очень... И раньше мне нравился, но просто я постарше, поэтому он на меня такое впечатление не произвел. Но если бы я, например, его бы смотрел, а мне там лет 10, и я бы такой... Я Все, хочу быть успешным, простраивается например, в да. подсознание, и все. Или успех, или карьера. Да, у меня было так с клиентом.
мужчина, клиент, успешный бизнесмен, и говорит, что-то непонятно, месяц я болею, не могу выздороветь, просели у меня доходы, не понимаю, что происходит. Я смотрю на тонком плане, а у него подключка определенной сущности, которая прям выпивает из него энергию, и она идет к девушке какой-то. Я ему звоню, говорю, слушай, у тебя есть девушка? Вот, ну там ты с кем-то встречаешься. Он говорит, ну месяц назад я съехался с одной девушкой жить. И месяц назад у него начались эти проблемы. Вот. И мы начали с ним выяснять, и у него вот эта программа, что либо отношения, либо успех. И когда он начинал отношения, у него, ну, короче, То есть рушилось... даже не девушка виновата, да? Нет. Ну, там с обоих сторон. У девушки, например, была программа, что все мужчины слабые. Вот. И когда она начинала встречаться с мужчинами, они теряли... Ну, я потом у него узнавала, я говорю, узнай, что у нее было с прошлыми мужчинами. Оказывается, прошлые мужчины, когда с ней вступали в отношения, разваливали там свой бизнес и уходили диванными лежателями, условно. Вот они 2 программами притянулись друг к другу. Потом мы эту штуку проработали, у них продолжились хорошие отношения. Вот сейчас у них ребенок уже скоро будет. Вот. Но при этом это перестало влиять, он снова стал эффективным, перестал болеть, ну, в общем, начал дальше двигаться по своим Вот откуда у них взялись карьерным. эти программы? Вот смотри, вот тут важный момент, что помимо просто вот какие я примеры привел в виде того, что увидела в фильме и так далее, если брать более тонкий план, так скажем, с эзотерической точки зрения на это подходить, то это все определенные сущности. С других, ну, с тонкого мира подключается, например, ну, просто я эту историю знаю, про которую Ира рассказывала. У этой девушки была подключка демона. А демон, как он работает, он именно перекачивает из одной сферы энергию в другую. То есть из отношений, вернее, из бизнеса в отношения. То есть отношения шикарно, в бизнесе потери и так далее. А демону какой прикол от этого? Но он через это, условно, через себя эту энергию пропускает. Часть свой процент. Да, он питается, ну, условно, на тонком плане, они все Риэлтор. энергией, да, сущности эти живут, условно. И получается, то есть где именно, просто мы с девушкой это не работали, поэтому не знаем, где она ее подцепила, условно, этого демона, эту сущность. То есть, вот, у парня... Ну, вообще, откуда бывает? Бывает, люди черпают это из сценариев семейных. Просто они видят перед собой пример родителей или у других взрослых, и оттуда считывают эти сценарии, программы, подключки, опять же, сущности и так далее. И еще это могут быть родовые сценарии, да, там прабабка в роду, не знаю, там... Что-нибудь Ну вот смотри, например, если изнасиловали, например, такую страшную ситуацию, возьмем там бабку изнасиловали, бабушку условно, и она эту ненависть к мужчинам, боль, рассказала своей дочери, и просто это зло воплоти и так далее, и у нее автоматически ненависть к мужчинам, какого мужчину она, как ты думаешь, найдет? Любящего, романтичного? Хренушки там. там. Даже если не рассказала, то все равно да, же это будет не переходить еще, считывается. да, конечно. То есть, потому что мы этими сценариями подсознательными, мы ими заражаемся, условно, воздушно-капельным путем. Ну да, да, И все, то есть невербально. И все. Мама передала дочке, моя бывшая жена, Маша, тебе привет. Прелесть какая. У бабушки несколько разводов, и первый муж, он умер. У мамы несколько разводов, и первый муж умер. И когда мы с Машей начали зависеть, я говорю, Маша, спасибо, что я не умер. Спасибо. Спасибо, что я не первая. Нет, я первый, но просто мы уже начали тогда работать с подсознанием. Они вместе, кстати, начали работать начали работать с подсознанием, мы разошлись. Просто сразу разошлись, потому что мы не люди-ключи, мы не вторые половинки, и все. Но она проработала эту программу или ее еще Ну, я не знаю, счастливой? именно она проработала или нет, да, именно этот алгоритм, но, то есть, сам факт, что просто сценарии исключительно повторяются. Да, то есть бывают родовые сценарии, бывают по прошлым жизням сценарии. То есть, например, есть такая штука, как привороты, которые могут тянуться прям из жизни в жизнь. То есть люди там приворожены были 300 лет назад, и до сих пор они друг к другу тянутся, и ужасные отношения формируются. Хотя при этом они не половинки, да? Да. То есть, давай расскажи. Привороты на то и дело. То есть как делаются привороты? Это на человека на тонком плане подсаживается определенная сущность к одному человеку и к другому. И они, соответственно, эти между собой сущности, они могут или коммуницировать, или наоборот, не коммуницировать. Тогда будут люди расходиться, даже будучи в отношениях, они почему-то потеряли какую-то страсть, любовь. Уже. Это уже, да, отвороты. То есть
вот эти все проклятия и магия, условно, такого плана, она делается через подключку сущностей. Не так Ну, уж не стоит не стоит делать. это делать, потому что там побочные эффекты такие, что, ну, плохо просто всем. Ну да, то есть, условно, я вообще просто очень не люблю эту тему приворотов, потому что что делается? Разрывается истинная связь со своим человеком, со своей второй половинкой, и насильно создается связь с ложной второй половинкой. И вы ощущаете, как будто, ну, безумно любите друг друга, но вместе куда-то уходит энергия, куда-то уходят силы, какие-то постоянные непонятные ссоры, ну и просто человек разрушается, потому что когда мы отрезаны от своих людей-ключей, начинается саморазрушение, потому что у людей-ключей есть общее предназначение, через которое им нужно, ну, короче, развиваться и духовно расти. А тут, получается, все, ты в этом мире не можешь реализовать свое Ты предназначение. знаешь, может быть, видела или на слуху такие ситуации, что мы вместе не можем, но и порознь не Да, можем. То есть да, вместе, как да, кошка с да. собакой, но и порознь, все мысли о нем. Это ярчайший пример именно приворота. Потому что, ну, это просто энергетически соединили несоединимое, чтобы они выпивали свою энергию, и просто оба этих человека, Но его рода, приворота в смысле не в этой жизни, а в может быть, в какой-то этой, может быть, в другой. Они предыдущих, могут быть из по-разному. прошлых Ну, жизней. да. Я расскажу То есть, словно наше интересную историю. проклятие там, в виде 500 лет, оно же было вот таким планом. 500 Да. лет мы просто... То есть, если его не убрать, если с ним не проработать, оно никуда не денется, никогда. Ты просто с ним перерождаешься, и все. И мы 500 лет, пожалуйста, развлекались. Интересное развлечение. Вот, и я расскажу просто одну историю, она, ну, такая, 18+, ну, в общем, подруга, мы с ней прорабатывали тему отношений. И она встретила мужчину, все, мы проработали, она встретила мужчину, вроде все хорошо, они прям сразу сошлись, начали даже жить вместе. Происходит странная ситуация, что у него не стоит. Короче, вот любовь-морковь, но у него не стоит. И тут он рассказывает ей историю, что, оказывается, ну, у него была бывшая жена, и вот у него только на нее стоит, и он не мог ни изменять, он не мог, короче, вообще ни с кем завести отношения. И поэтому они были несколько лет в разводе, но жили вместе и занимались сексом, потому что у него больше ни с кем не И это получалось. что, это приворот Вот, да, какой-то? и я начала смотреть, что это такое. И там был приворот. Привороты там еще тоже разноуровневые бывают. Бывают вот прям на сексуальной энергии, бывают на сердечной и так далее. Но суть в том, что я смотрю, типа, приворот. И я убираю эту штуку, и все. У него стоит все хорошо, они На вместе всех. уже На много лет. мужиков, собак, на всех. Да, ну они вместе уже много лет, и у них Да, уже несколько да, детей. 2 детей. Вот. С ними еще классная история, про них расскажу тоже, про отношения. Смотри, у нас также, ну, вот эти наши фильтры, Ира рассказывала, что чтобы встретить меня, она убирала определенные фильтры, ограничивающие, чтобы я попал в ее поле, что я не фрукторианец, что я, условно, первый должен познакомиться с ней, Да-да-да-да. Точнее, что... она с тобой, Да, да-да-да. то есть, а в ее было понимание, что мужчина должен познакомиться. Так вот, такие фильтры, они что делают? Они не позволяют попасть в твое поле твоей второй половинки, твоему человеку. Не И вот про вмещается. эту замечательную пару. Она работала фитнес-тренером в фитнес-зале, логично, да? И работала с VIP-клиентами, ну, там, несколько лет работала. И потом, когда Ира у нее проработала вот ряд программ, ее поставили там к человеку, который оказался ее второй половинкой. То есть они несколько лет, ну или какое-то долгое Не время, полгода. да, долгое время, полгода ходили в один зал, то есть вместе ходили, но они банально не могли встретиться. Не Просто они не пересекались. пересекались, и все. Вот, знаешь, как в фильмах показывают, они идут рядом и просто Да, разошлись. да, да. Вот так и Да, происходит. это к слову о том, что многие говорят, ну вот просто посиди, подожди, твой человек придет. Просто вот время. Но нет, если у человека есть негативные программы, то ты можешь просто на одной улице сидеть со своим человеком, никогда не встретиться, жить на одной улице. Откуда встраивается «посиди, подожди»? Я ярчайший во всех девочек О, мира да. встраивается Ну, со алгоритм. сказок, наверное, Конечно, все каких-то. Белоснежки, все Да, там да, да. Рапунцели Ждут сидят и принц. ждут. Он должен прийти. Принц, да, на Конечно. белом коне. Именно так, да. Я не буду ни развиваться, ни работать над собой, я не буду соответствовать его уровню, я просто подожду. И все сработает. Да-да. Нет, не сработает. То есть давай резюмирую. Откуда возникают эти первопричины и искажения вот в отношениях и так далее. То есть первое – это банально пример из детства.
мы где-то увидели сценарий родителей и классика. так далее, да. Или там в фильмах и так далее. Второе– это по роду из прошлых жизней. Это всевозможные проклятия и магические воздействия на человека. Тоже, которые могут быть и по И роду, по и из роду, и из прошлых жизней, да. жизней, и из настоящей жизни и так далее. То есть, если люди думают, что сейчас еще никто не пользуется магией, ох, как ошибаются, очень много. Сейчас, к сожалению, наоборот, много профанов, которые в интернете находят какие-то условно проклятия и так далее, и они рабочие, и они их произносят, они их пытаются запускать, и тем самым ломают свои жизни, и жизни других людей и так далее. А вот следующее что? Откуда происходят эти искажения? Это мы еще поговорим. Есть такие сущности, невидимки, то есть сущности, которые скрывают человека и делают его невидимым для других людей. Ну и еще есть ряд первоисточников, которые самостоятельно очень тяжело выявить у себя. Поэтому мы оставим ссылку внизу, где можно пройти будет бесплатную диагностику, и мастер вам прям подскажет и выявит, где ваши первоисточники и как от них можно избавиться. Да, насчет сущности невидимки, это на самом деле очень интересный момент. У меня прям вот у нескольких клиентов, у нескольких подруг была вот эта вещь, что вроде девушка красивая, просто яркая, интересная и так далее, и с ней никто не знакомится. И причем неважно, даже не зависит от внешности, у меня была такая вещь, что со мной никто не знакомился, ну, типа, просто вот никто. И я думала, может, я недостаточно красивая, может, я там недостаточно то-то. И потом, когда начала прорабатывать у себя эту штуку и убрала, у меня внешность не изменилась, у меня еще была так себе внешность на самом деле, у меня ничего не изменилось, но просто со мной начали знакомиться мужчины, начали уделять внимание, и все стало классно. И вот из-за этой сущности человека как будто не видят, не замечают, с ним не знакомятся, с ним почему-то не хотят общаться. От него, ну вот как будто просто мир не видит. Даже если он какие-то желания загадывает, знаешь, там типа вот хочу, чтобы это исполнилось или это, просто как будто вот вселенная не слышит, не видит. И вот эта клиентка, у которой была вот эта подключка невидимки, причем по прошлым жизням, там тоже долгая история, но суть в том, что когда мы ее убрали, с ней начали знакомиться везде, там, в поезде, в самолете, в кафе, она мне недавно буквально звонит, говорит: Ира, мои намерения стали реализовываться очень быстро, типа, я загадываю, и оно исполняется, я загадываю, и это происходит. Такая, типа, что? Я говорю, ну вот так оно и работает. Это сущность невидимки, она выглядит на тонком плане как медуза. То есть такая прозрачная медуза, которая просто обволакивает человека. И самое интересное, что недавно к нам приходила там на вот подобную бесплатную диагностику женщина, и она рассказывает, что вот у меня проблема, что со мной люди со всеми знакомятся, вот я сижу, просто со всеми знакомятся, со мной не знакомятся. И она говорит, мне рассказывал, когда-то там в Перу какой-то там шаман, что он на нее поставил медузу. Он на нее поставил? Да, он на нее поставил, какие-то там были у них непонятки, так скажем. И он ей это сказал, условно, что я на тебя вот поставлю сущность медузы, но она не восприняла. И по факту, то есть это ровным счетом, то есть эти сущности, они не только мы их там как-то определяем или как-то их видим. Эту информацию чисто выше они фактически, другие мастера подтверждают, что они также выглядят, они также влияют. И, самая прелесть, что эта женщина говорит, мне надо теперь только в Перу ехать, потому что он сказал, только он может убрать. Я говорю, не парься, вообще не так. Это не так работает, то есть мы это у тебя уберем, если не переживай. Потому что, просто надо знать инструменты. И опять же, повторяюсь, ими можно обучиться, но у нас есть тренинг «Магия любви», мы там этому обучаем, то есть как с этим работать, выявлять и так далее. Друзья, уже через пару дней мы проведем большой эфир, на котором вы узнаете про 6 сущностей, которые подключены к большинству людей и разрушают их отношения, а также мешают создать новые отношения в семье, дружбе, партнерстве. Разберем, как эти сущности работают, как они создают конфликты, какими контрактами они к нам присоединены и то, как от них можно избавиться. А еще на этом эфире Ирина проведет сеанс ченнелинга онлайн, где поотвечает на ваши вопросы через высшие силы, через взаимодействие с вашим духом, духом мест и так далее. Подробности про дату и время эфира читай под видео. Обязательно приходи, будет полезно, круто и интересно. До встречи!
Какие вообще в целом есть подобные программы, да, или они же сущности? Потому что огромное количество проблем в отношениях, да, причем у всех разных. Кстати, ребята, вы можете написать, что, например, вас беспокоит, что вы у себя в отношениях прослеживали, может быть, что-то откликнется. Какие вот огромное количество разных проблем у всех, но часто отношения вот просто разрушаются. Все было хорошо, 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 разрушилось, но при этом у всех разные причины. Вот что это за причины? Например, женились и... Ну да, смотри, у нас же сколько женится, вот как ты Любовь правильно ушла. говоришь, да, все заходят в отношения, нет ни одного человека, кто заходит в отношения, и у них прям сразу все плохо, да, и они, ну понятно, что бывают конфликты, все, но все равно люди думают, что они любят этого человека, они же не просто так входят в этот союз, а потом в итоге 80% разрушается. Смотри, опять же, несколько причин. Первое, как я вначале говорил, несоответствие ритмам и просто непонимание человека. Опять же, она медленная, я быстрый. Она не следит за ресурсами, условно, не выключает свет и так далее. Я это делаю, для меня это важно. Для нее важно, не знаю, творить, создавать. Для меня важны деньги, а для нее красота и так далее. Просто непонимание человека – это первый фактор, почему, ну, напряжение. Люди же не разговаривают. Они, к сожалению, не делятся, они не выражают свои эмоции. То есть первое – непонимание классическое. Вот Для этого опять же нужно... таки, я хочу, да, сразу зацепиться. Это можно проработать, что, например, люди в паре не разговаривают, женщины, ну, часто женщины хотят больше разговаривать, женщина, ей нужны все эти разговоры, мужчина всегда занят, устал на работе, там, или еще какие-то 100-500 причин. Это можно проработать? Ну, вот смотри, первое, надо в идеале узнать потенциалы, чтобы понимать, кто он на самом деле и кто я на самом деле. И второе, надо проработать программы, почему я не могу с ним поговорить. Потому что там, скорее всего, ну, опять же, если это у мужчины не должны проявлять своих эмоций. Или она... У него такая программа, Ну, например. очень Да. часто у мужчин такое. Или у женщины. Если я буду раскрывать, если я там буду плакать или буду раскрывать себя, он меня перестанет уважать. Он вообще, то есть, ну, разные бывают программы. То есть, Или у женщины может быть программа, что мужчины не эмоциональны, или мужчины не умеют разговаривать по душам. Мгм. То есть, Ну, первое, это может быть. выявляем потенциалы, понимаем. Второе, прорабатываем эти программы. Все, и это будет меняться, просто на глазах Мгм. будет меняться. Какие еще моменты, которые, ну, создают вот это напряжение в отношениях и так далее? Это всевозможные подключки. На тонком плане есть сущность. Есть сущность, которая фактически выпивает эмоции из отношений. Да. То есть, я думаю, многие люди, опять же, видели, знают и по фильмам, и, в принципе, возможно, сами с таким сталкивались, что просто вот уходит та романтика, та яркость, и просто вот, ну, вот только это быт вот оставляет. Любовь Остается живет 3 года же есть. вот шикарная эти все, программа. Программы. Не пользуйтесь. Да, Да, то есть, да, и ведь научно, то есть нужно понимать, что на нас идет глобальное влияние системы. Мы сейчас не будем уходить в дебри, то есть, ну, есть определенные силы, которые заставляют нас быть одинокими. Почему вот эти все проклятия, всевозможные сущности, чтобы мы не объединились со своими людьми, потому что со своей второй половинкой, своими ключами мы сможем менять реальность, мы можем такое Влиять достигать. на историю. Просто, да. Поэтому делается все, чтобы люди были одиночки, чтобы они... Сейчас ведь тоже. культ, не рожайте детей, child free, будьте одни, это круто, феерия. Нет, это просто ведет на уничтожение, ну, человечества, в принципе, как вида. Вот, это же то, что ты говоришь, нас ведет, это же по факту люди, другие люди, это и пропагандируют, что вот то, что ты перечислил, там, не рожайте, кто-то полиаморию сейчас активно продвигает, там, и так далее. Это же делают тоже сами люди. Но правильно ли я понимаю, что это тоже не то, чтобы душа человека, дух, да, его первозданное, то, чем он является, это творит, а это его же программы, то есть тех людей, кто это Да, пропагандирует, наговаривают. это их же страхи, это их же программы и их же сущности, условно. Ну, смотри, если брать прям глубоко, но мы, опять же, в этом видео не будем это касаться, в принципе, за всем этим стоят существа нечеловеческого происхождения. Но мы этого сейчас не будем касаться. Те, кто вкидывают эти Да. программы, Да, они да? самые алгоритмы спускают вниз, а потом уже приспешники, те, которые осознают, что они делают. Потом они передают тем, кто не осознает. И вот так идет по сцене. Да, скорее всего, те люди, которые это транслируют, они даже не понимают, что они делают. Они просто, ну, как Ну, ты им правильно по кайфу сказала, там, им по условно. кайфу, они под влиянием своих программ это и делают. Вот опять же, пропаганда. Любовь живет 3 года, и даже научно ведь доказано, что якобы
людям нужно именно 3 года, чтобы вырос ребенок, и Да-да-да-да-да. что он, Вот. ну вот, только первые 3 года о ним нужно беспокоиться, а дальше как бы... Якобы это эволюционно там так Конечно, прописано, что у нас Якобы. гормоны конечно, именно начинают, так, да, да. и что мужчине нужно как можно больше оплодотворить Тоже, самок там и 100%. так далее, да. Мы ж И самки, причем да? Вы ж самки просто, да? да-да-да, Я причем просто это я забыл. тоже хотела заметить, что, знаете, так интересно, когда выгодно, человек — это не животное сразу, это уникальное вообще сознание, дух и все, что можно. Как только выгодна другая сторона, то мы сразу физика, приматы там и так далее, и так далее, и так далее. Просто вот Ну, как говорится, в зависимости, кто заказывает исследования. да-да-да-да-да-да-да. В 1920-х годах было, в принципе, встраивалось, что сигареты полезны для Да, спорта, да. и есть фотографии, что спортсмены, велосипедисты едут и курят, потому что это Да-да-да-да. встраивалось, якобы легкие расширяются, это полезно. Беременным прописывали Учеными курение. доказано. Учеными Нет, ну, доказано. а что далеко ходить? Сколько, 10 лет назад, когда меня убеждала врач, эндокринолог, гинеколог, что мне обязательно нужно пить противозачаточные таблетки, даже если я не веду половую жизнь, обязательно, потому что это вот так, вот так, вот так влияет на здоровье. Естественно, сейчас, но я думаю, всем известно, что это Жестко. настолько рушит вообще в целом гормональную систему. Меня убеждал это врач, причем даже, ну, Он, наверное, платный там и процент так за эти далее. таблетки имел. Естественно, они все, по идее, должны брать эти проценты получать, но это я к тому, что насколько все искажено. Ну и вернемся к нашему вопросу, что рушит наши отношения. Да, вот такое влияние, поэтому нужна осознанность. Каким образом осознанность повышается, да, то есть все про нее говорят, она Да-да-да. повышается, и вообще, знаешь, это работай с своим мышлением, меняй свое мышление. Мне когда я еще был далек от всего этого и встретил там парня богатого, и я говорю, ну как вот, как достичь, как? Он говорит, меняй мышление. Что Чё происходит? Что делать-то? делать-то? Он, меняй Как? мышление, да как? Я книги читаю, фильмы смотрю, что значит? Изменение мышления, О, это да. как раз-таки происходит через практики. Ты делаешь просто практику, она 15 минут, ну, они там есть от силы влияния, там, более долгие, менее. Ты просто это меняешь, ты проходила эти Я практики, ты знаю, я знаешь. в смысле проходила, я тоже Ты каждый просто, день это делаю теперь. просто меняется, ну, я имею в виду, ты наши именно инструменты Да, я использовала. каждый день их использую теперь, в смысле. Вот, то есть, что изменил, и по-другому начинаешь думать, и по-другому начинаешь влиять, ну и все просто вот это и есть изменение мышления. Это не абстрактное, не эфемерное, не годами мы что-то решаем. Изменил, сделал практику, изменилась программа, изменилось мышление и в бой за орденами. Так вот, есть еще сущности конкретные, которые выпивают эмоции, то есть на тонком плане. Есть подключки, которые, опять же, осознанно, неосознанно люди их получают через различные инструменты, даже через фильмы. Огромное количество подключек идет через фильмы. Фильмы надо смотреть тоже правильно и осознанно. Если интересно, мы можем тоже оставить материал, как правильно смотреть фильмы, чтобы не встраивать в себя эти подключки, бесплатно дадим. Да, давайте, конечно. Это Да. очень крутая штука. В принципе, можно с мышлением в отношениях работать уже через просмотр фильмов. Просто смотреть Мгм. фильмы определенным образом, определенный контент, и вы будете уже перестраивать себя. Мы это дадим также бесплатно. И вот, и получается, сущности у человека, и все, вы поженились, или вы начали жить вместе, и она просто выпивает у вас яркость эмоций. То есть все превращается в рутину. Просто вас держит только быт. То есть эти сущности, надо понимать, они вас не разорвут. То есть они, ваши Мгм. отношения никогда не приведут к тому, чтобы расстались вы. Мгм. Потому что они работают только когда они в отношениях вы. Поэтому они будут делать все, чтобы у вас был быт, чтобы у вас была ипотека совместная, вы не могли Да-да-да. разъехаться, чтобы у вас были дети, Созависимость. которых каждый из вас не может по отдельности обеспечить и так далее. То есть или вы один там на работе, второй с ним, а няню снять вы не можете и так далее. То есть будет происходить огромное количество бытовых каких-то аспектов, которые не будут позволять вам разводиться, но вы будете, знаешь, как соседи жить. Мгм. Романтики нет, эмоций нет, любви нет, секса нет, ничего нет, потому что эмоция вся выпита, она физически выпивается. Ну, или у каждого там свой сценарий, но все равно вот в этом аспекте. И правильно я Да. понимаю, что можно всего лишь убрать вот эту сущность, а она же там программа или сценарий, если мы берем на более такой объективный язык, да, не эзотерический, то есть Психологически. психологический, да, проработать определенные в своем же подсознании программы, установки, убеждения, как их сейчас только не называют. И вот эти, казалось бы, да, разрушенные уже непонятно какие соседские отношения, они заиграют новыми красками или все-таки найдется другой Да. человек, или вот как это Ну, работает? смотри, как пример расскажу. У меня мама с папой
То есть с самого детства я мечтала, чтобы они развелись. Просто потому что я смотрела на их отношения, это был трэш. И я в 4 года вообще приняла решение, что у меня никогда не будет отношений. Я потом это прорабатывала у себя, потому что это было жесть. И у них отношения, с каждым годом становились все хуже, хуже, Вот хуже. тоже, кстати, извините, перебью, тоже момент, да, тебе было 4 года, и ты помнишь, что из-за того, что ты Да. видела, возможно, у них даже, может, не ужасные были отношения, а просто видела какие-то споры, Дали друг как друга посуду там. ну вот да, например, но вот я к тому, что ребенок воспринял, да, это и уже сделал какой-то вывод, что, ой, я так точно не хочу, мне это не надо. Хотя 4 года, это вообще многие скажут, что это, абсолютно неосознанный возраст. Да. И получается так, что когда я начала получать вот эти практики по работе с подсознанием от высших, мама начала ими пользоваться через какое-то время. И вот она мне уже последние 1.5 года говорит, у нас с папой такие классные отношения, и я как будто влюбилась второй раз, у нас как будто второй медовый месяц. Просто, представь, люди вместе больше 28 лет, получается. Почти Вот, представь, и у них любовь восстановилась в паре. И, например, там у нас с Васей, мне кажется, что 28 лет. я с каждым годом люблю его все больше. То есть у меня все больше влюбленности, все больше каких-то таких очень теплых чувств, состояний. Не знаю, как у тебя, конечно. Да, это удивительно, что, действительно, я понимаю, что сейчас я к Ире отношусь значительно лучше, чем раньше. То есть, чувствуя эмоции любви значительно больше, потому что эти эмоции, они растут, они не уходят со временем. Хотя, как у большинства людей, все Да, вообще да. наоборот. Да, потому что это надо прорабатывать. Есть еще, например, интересная программа. В браке отношения разрушаются. Есть прям такая программа, такой сценарий, который приводит к тому, что когда люди женятся, у них отношения гаснут. Я даже больше тебе скажу, сейчас наша эзотерическая тусовка, да, эгрегор брака и так далее, вообще он сначала впрыскивает вам вот этот, эйфорический, да, что вы радуетесь там и так далее, но потом эгрегор начинает брать свое и так далее. То есть тоже вот Сейчас это я всё. расскажу про это, как это на тонком плане в аспекте контрактов работает, что это тоже одна из интересных моментов. Я хотел добавить про вот это выражение, что влюбилась заново. Очень много прям вот эту фразу пишут люди у нас с тренинга «Магия любви», и там люди прям пишут: я заново влюбилась в человека, я заново, то есть как второй раз медовый месяц, прям потому что, да, можно не только выявить, убрать, но и восстановить. То есть, это все восстанавливается. Особенно если вы действительно, вторые Друг для половинки, друга. если вы настоящие люди. И на настоящие. тренинге люди понимают, да, вторые половинки они, или это вот что тоже, или это человек, с которым... Там смотри, как происходит. Можно работать самостоятельно через тренинг, например, обучиться этому и самому работать. Или, например, с мастером, который над тобой работает. Опять же, все, какой путь кому удобнее. Соответственно, если человек работает самостоятельно, например, через тренинг, он, обучается инструментами диагностики, обучается инструментами проработки. И исходя из этого, он, соответственно, у себя выявляет, прорабатывает и так далее. И отношения или меняются, улучшаются, или гармонично расходятся. Тут надо это понимать, что если не свой человек, но это хорошо, потому что как работает? У нас, помнишь, я рассказывал, связи есть. И эта связь, она одна. Она с твоей второй половинкой, она одна. Если ты замужем или жената, то... Вот жената ты, мало ли. Вот так пошло. То эта связь, эта связь, она занята, понимаешь? То есть, и когда вы расходитесь, и у него появляется возможность найти свою реальную вторую половинку, и у тебя появляется возможность найти вторую половинку. Хорошо, но вот если нюанс, например, если человек в отношениях, люди, да, в паре, и у них классные отношения, но тут они узнают, что они не половинки друг другу. А как они это узнают, что они не вторые половинки? Помнишь, Ира рассказывала 3 эмоции. У вас есть эмоция удивления, у вас эмоция интереса, вам кайфово, и у вас идет рост в различных аспектах, финансы, там, популярность, то, что для вас важно. Почему вы не вторые половинки? Нет, если у них, допустим, что-то не так, что-то хромает у всех, вот там... смотри еще раз. Мы Что-то все не не так. идеальны. Если, например, этот человек разбрасывает носки и не чистит зубы по вечерам, это программа. Это убираешь, и он становится по-другому, начинает себя вести. А если с этим человеком невозможно рядом находиться, неинтересно, скучно, да, понимаешь? но я не про такое. Я же говорю, если мелочь, то это, скорее всего, программа. Если еще раз, критерий понимания, что он твой, 3 эмоции. И если ты их испытываешь, то все остальное — это программы.
это алгоритмы, сущности, контракты и так далее. С этим совсем можно и нужно работать. Про брак. Классическая, да. Хорошую вещь браком-то не назовут. Ну, Ну это же да, да, классическая шутка. да, вот это тоже. Есть контракты, очень сильные вещи, чаще всего из прошлых жизней, которые оказывают влияние на отношения. Что это такое? То есть это определенное соглашение, которое делается или самостоятельно людьми, или, ну, опять же, кем-то накладывается. Ну, достаточно часто и самостоятельно это происходит. Как это работает? Пара встретилась, люди встретились, у них бабочки в животе заурчали, у них страсть, у них, боже, ты тот самый, ты та самая, бежим в ЗАГС. Они прибегают в ЗАГС. Что они делают? Они фактически подписывают контракт. На тонком плане это фактическое заключение, что мы с тобой вместе. И хорошо, что такой контракт, его достаточно легко разрушить. Ну, то есть его разорвать легко просто смертью. Помнишь там? И смерть разлучит нас. До смерти то есть такой контракт, он разрушается смертью. Но это простое разрушение, скажу тебе честно, потому что если вы повенчались, вот тогда Вот, уже поинтереснее. Тогда смертью не разлучим это мероприятие. Тогда уже пошло это через годами. И это хорошо, если ты вторая половинка. Если твоя вторая половинка, то этот союз, наоборот, усиливает в 100 крат. Понимаешь, ваше Контракт взаимодействие. будет усиливать Он будет, это. наоборот, вам помогать. Но если ты не вторая половинка, этот человек будет разрушать тебя. Он будет выпивать твои силы, он будет, вести тебя и твой род в деградации, и сам туда же будет идти. И вы будете просто взаиморазрушать поколениями, пока, в принципе, ваш род не вымрет. Да, И эти контракты, повторяюсь, через обычное подписание. То есть некоторые можно даже через развод. То есть они женились, развелись, и вот простое может разрушаться. Ну, опять же, если там не было сильного, так скажем, влияния. Еще тяжелее, когда люди клянутся друг другу в Ты любви мой самый, навсегда. тот единственный. Мы навсегда вместе. И потом Я И через 3 10 дня такие, жизней все, пока. подряд. Не настолько. 10 жизней Люди- подряд не могут Нужно понимать, разлучиться. что все, что мы говорим, все, что мы даже думаем, это не просто мысли, это практически ты берешь рупор, мегафон самый громкий, и кричишь в него просто на весь мир и запечатлеваешь это во Вселенной. Если ты принимаешь решение, я буду с этим человеком навсегда, все, алгоритм начинает устраиваться. И чем больше ты туда вкачиваешь энергии, чем больше ты туда вкачиваешь эмоций, тем это укрепляется, и это уже начинает формировать на тебя, и создается вот этот контракт. Мы сами на себя накладываем эти контракты зачастую. Конечно, если ты там в шутку, да, мы с тобой навеки, понятно, это не будет работать, потому что там нет эмоций, там не вложено на тонком плане ничего. Но если вы с человеком там пару лет, и ты ему каждый день это говоришь, а он вообще не то, через 3 года вы разбежались, потом вот эта сформировалась связь, негативная, и она вас притягивает. И что происходит? Вы рождаетесь, в новой жизни условно, или даже в этой жизни, опять же, как я говорил, тянет к нему не могу, не могу тянет к нему, не Да, могу, да. вот просто тянет, Ну, и как все. тоже там пишут часто, годами забыть не могут. Конечно, вот да, эта вот вся эта связь. история. И если эти люди, что бывает хуже, они, умерли и родились в новой жизни, и если они рождаются в одной семье с этим контрактом, то они бы должны, знаешь, любить друг друга, они бы должны заботиться. Но что происходит? Ненависть. Дети ненавидят родителей, братья ненавидят сестер, братья братьев ненавидят. То есть вот эта вот ненависть, почему происходит? Потому что между ними вот этот контракт. То есть Негативные это, связи. да, это не твой настоящий род. Они именно это кармические связи, кармическая семья оттуда и возникает, потому что контракты вот это все и формирует. И это тоже и можно выявлять, диагностировать и прорабатывать. С этим можно работать. Это все не настолько страшно и критично, если у тебя есть инструменты, как с этим работать. Просто у нас это все было, и просто это все прорабатывалось. Все это прорабатывалось. Причем сейчас, если посмотреть в интернете, что это страшно. У меня одна клиентка сходила к шаману там какому-то и говорит, но мне там страшнейшее проклятие Венец безбрачия, в какое-то. конце Да, концов. просто. Я смотрю, что это снимается за 1,5 часа проработки. Вот я только хотела спросить, да, какие самые вот прям жесткие из того, что вы видели, самая жесть, самое мясо Отношения? в отношениях, что рушит отношения? Может быть, вот вы приводили пример, что это какой-то демон, да, контракты, подключки, вот что прям такое, смещение тоже мы еще обсуждали с тобой, что смещение Да. тоже очень такая тема, которая любые отношения может разрушить. Вот что прям максимально
жуткие вещи и часто встречающиеся Тут тоже, видишь, самое как главное. кто-то из умных людей сказал такую фразу, не помню, кто из писателей, что счастливы все одинаково, а несчастны все семьи по-разному. То, что для тебя будет казаться что чем-то простым, для кого-то это Мгм. будет казаться самым Мгм. ужасным, самым страшным и так далее. Но по факту, да, есть градация программ, градация сущностей. Там, например, вот просто программа «Все мужики козлы» или условно мужчина не зарабатывает. Ну, это программка. Приятно с ней жить? Неприятно, очень неприятно. Мужчина не будет зарабатывать и так далее. Но это убирается в Или будет 20, козел. да, 20-30 минут условно работы. Есть сценарии, что условно или отношения, или бизнес. Это сценарий. И все, его Более сильнее убирать. тяжелый. Да, это более сложный алгоритм. Давай вот, да, может быть, пару примеров еще сценариев, чтобы люди узнали себя или, может быть, как-то продиагностировали даже вот уже из нашего Хорошо, видео. классические сценарии это в психологии есть такой вот треугольник Карпмана, а на тонком плане это определенные сущности, определенные подключки создают эти треугольники. И вот классический сценарий жертвы, сценарий агрессора, абьюзер и жертва. То есть это тоже сценарий. То есть у женщины внутри есть определенная подключка, которая формирует, а эти подключки, они влияют на наш гормональный фон, на наши эмоции, они вызывают чувства. То есть, когда у людей возникают чувства, зачастую это не их чувства, это, просто внутри сущности включают их, они умеют это делать. Соответственно, на каких людей будет возникать желание, вот эти эмоции? На абьюзеров, на тех, которые будут жестить с этим человеком, потому что ему нужно, он хочет быть жертвой, у него есть определенные вторичные выгоды, у него определенные алгоритмы, нуждаются в этом. Да, у И он женщины с такой подключкой постоянная подсознательная эмоция страха. Подсознательная эмоция страха, которую она транслирует и таким образом привлекает вот как бы Причем не абьюзеров только в к себе. отношениях же, Да, да, а не в только в целом. отношениях, да, в целом. То есть вот эта вот подключка сущности жертвы, именно ведомой жертвы, потому что есть всего 6 видов вот таких сущностей. Там, Именно вот в этом треугольнике. да, в этом треугольнике Мгм. 6 видов. 3 инициатора, 3 провокатора или ведомого, можно так называть. И вот есть ведомая жертва, а есть инициатор жертвы, например. Мы как-то с тобой еще обсуждали, что, если я правильно помню, что, например, в отношениях у человека может проигрываться ведомая жертва, а в отношениях, например, с друзьями он уже ни хрена не ведомая жертва, а он Да. какой-нибудь эти инициатор-агрессор, да? сущности, да, они включаются именно на тематику, на какое-то направление. То есть, как ты правильно сказала, на работе он может быть просто тираном, такой инициатор-агрессор, максимально вот прям тиран. А дома он максимальная, условно, жертва и так далее. Или, например, Или там спасатель, да. да-да-да. То есть, а с друзьями он третий. Мгм. Да, например, интересный есть пример. Знаете, вот частая история в отношениях, когда мужчина постоянно косячит, Мгм. постоянно, короче, убегает от ответственности и постоянно вот в каком-то чувстве вины что-то делает не так, и жена его там вот Ругает. исправляйся, да, лечит, короче. И это как раз игра в ведомого агрессора и инициатора-спасателя. Кто из Когда них ведомый агрессор? ведомый агрессор — это избегающий ответственности. Мгм. Да, то есть его основная игра... Эмоция, чувство вины. Да, его основная эмоция — чувство вины, и он ее сам от себя скрывает, и он Мгм. от спасателя постоянно убегает. Вот, в общем, чтобы тот не мог А его у женщины спасти. проигрывается Инициатор-спасатель. инициатор Да, то есть спасатель. ей очень хочется спасти, изменить своего Мгм. мужчину. То есть они Классика. выбирают... Помочь, догнать и еще помочь. Да-да-да. Они выбирают себе таких мужчин, которых надо постоянно менять, с которыми постоянно Я что-то его не так. изменю, я его Вот, исправлю. вот я, кстати, хочу тут спросить у вас. Смотрите, а где вот эта тонкая грань между, если у женщины подключка вот этого инициатора-спасателя, который Да. вечно хочет изменить там и так далее, и то, что вот мы говорили про то, что хочешь, чтобы твой мужчина поменялся, работай с собой. И сейчас вот она такая инициатор-спасатель. Да, я буду 24/7 работать с собой, лишь бы Вася поменялся. Ну вот где вот эта тонкая грань между тем, где надо работать с собой, чтобы Вася поменялся, или все-таки... Давай, везде надо работать с собой, везде. Смотри, Ира 4 месяца работала с собой, чтобы проработать все наши негативные связи, меня притянуть.
да, потом, я ей помог в этих аспектах, но в тот первоначальный момент. Да, смотри, суть основная в чем? Что когда ты работаешь с собой, у тебя есть ощущение, что я проработаю себя, и ко мне либо притянется подходящий человек, либо этот человек, изменится и станет подходящим. А когда есть подключка инициатора-спасателя, то я хочу именно этого человека изменить. То есть я не хочу себе классных отношений, а я хочу именно его изменить. Вот, понимаешь? Именно его прокачать, чтобы вот именно он стал лучше. Вот, и когда у тебя нет этой подключки, ты просто работаешь с собой, понимаешь, что у меня в любом случае будут классные отношения с ним или без него. Притянется ко Такая мне... больше самодостаточность, Да. какая-то спокойствие, без вот этого маниакального, Да. вцепиться в Вот. бедного И Васю. эта игра, она вечная, Да. потому что Именно. эти сущности, они прям дружат между собой, и они специально притягивают людей друг к другу, и эта гонка, она бесконечная. То есть эта женщина будет бесконечно пытаться изменить, а мужчина будет бесконечно убегать от ответственности и не меняться. И даже если поменяется мужчина, в смысле на Да, другого другой, мужчину, конечно. то он будет то же Таким самое же, таким Да, же, потому да. что эта сущность влияет на человека, и она вызовет эмоции только на подходящего. Да. То есть, То есть эти сущности, они могут влиять на вашу эмоцию влюбленности. То есть нормальный человек даже не понравится, правильно? Да, конечно. Он Да, может да. даже подойти, Конечно. познакомиться. Да. Девушка Мимо такая, пройдет. господи, ты... Слишком хорош. Слишком нормальный. это очень легко отслеживать, когда начинаешь общаться с девушками, там, где-то знакомишься, или там по каким-то причинам. С другом недавно ходил, он говорит, пошли со мной, мне надо на свидание пойти, и просто за компанию. И я пришел, сижу, и там настолько прям вот, я знаю определенные, какие программы у друга, какие алгоритмы у него влияют и так далее. И вот с ним нормально общается, со мной начинает общаться, и прям агрессия, прям вот, знаешь, это условно, что ты, только попробуй подойди ко У мне. девушки? Да, у или девушки кого? на меня. На меня, то есть, потому что наши алгоритмы не совпадают. То есть я не прохожу ее фильтры. Мгм. Все, автоматом ко мне агрессия. То есть я по каким-то причинам, я ей кого-то напомнил, я ей что-то, то есть ее какие-то затронул болезненные эмоции, и я в априори нет. Я как бы не стремился, но сам факт. То есть, а у товарища, у него не было этих, он проходил этот фильтр. То есть... Они сцеплялись, грубо И говоря, они с условно, да, программками. все классно, здорово, но я просто смотрю на них и понимаю, к чему это придет. Вот вы на таком-то этапе столкнетесь с вот этим, вот этим, вот этим и так вот и этим. происходит. И тогда и происходит. Дорогие, хочу напомнить, что не наладив сферу отношений, мы не можем полноценно наладить ни одну сферу своей жизни. Мы будем постоянно выгорать, не будем чувствовать себя на своем месте, все наши достижения будут носить компенсаторный характер, и мы не будем чувствовать счастье. А наладить сферу отношений невозможно, пока есть эти 6 сущностей, а они есть у 99% людей, даже были у меня. Уже на днях ребята проведут эфир про эти 6 сущностей, которые портят любые отношения, дружеские, отношения с родителями, рабочие, отношения с любимыми людьми. Эти сущности делают нас заложниками ситуаций и сценариев неудач. На эфире Ира подключится к общему полю тех, кто будет в онлайне, и ответит именно на ваши запросы. Поэтому не пропустите такую возможность. Подробности в описании. И приятного просмотра видео дальше. Продолжим про страшных градацию, что влияет на человека. Следующее, как ты уже упомянула, есть смещение. Смещение – это определенные искажения наших потенциалов. У нас есть врожденные сильные качества у каждого человека, они искажаются, и происходит смещение. Это прекраснейшая вещь, великолепнейшая. Моя любимая, я бы это сказала. Прелесть, конфетка. Особенно Никому не пожелаем. смотришь, когда ты в сериалах, фильмах, это просто ты... Люди Всё по думают, что смещению. эти смещения – это черты характера. Но на самом деле это искажение. И там есть 3 смещения, 3 плюсовых, 3 минусовых. Ты знаешь, Тяжёлый вздох. вздохнула. Ты просто понимаешь, да, как это работает. Да, это такая для меня сейчас пока что самая болезненная тема оказалась, потому что, вот как вы правильно заметили, мы еще тоже с Ирой в нашем потрясающем интервью об этом разговаривали, что это то, когда человек свято уверен, что он такой. А мы же все не хотим, мы считаем себя все-таки каждый более-менее хорошим человеком. И когда нам говорят, что ты что-то делаешь не так, нам не очень это приятно, мягко сказано. А когда у человека смещение, он вот настолько за него держится, за это Да. смещение, что
там вот как будто такой страх его потерять. Себя так не боимся. Ассоциируешь Да, с да, да. собой, как Я будто говорю, это часть меня. мы так не боимся душу свою потерять, как будто как люди боятся потерять свое смещение. Не дай бог ты что-то скажешь человеку, что у него там где-то вот в сторону его этого Попадёшь в смещение. попадешь в смещение, да, даже Да, и да. это не обязательно специально, потому что когда я узнала про смещение, я вот такая, так вот почему такая острая реакция на, казалось бы, абсолютно вообще Зачастую это даже, элементарные вещи. просто какая-то фраза, Да, ничего не да, стоящая, да, вообще да. дурацкая, ты просто мгновенно дергает. Да, и причем ты даже иногда не подразумеваешь, а человек там из-за того, что это смещение, у Накручивает. него накручивается на эту фразу, там вот, просто какая-нибудь элементарная, там, дай мне, пожалуйста, там что-нибудь, вот просто элементарная просьба, а у человека там как накрутилось уже, что вообще ты его обесцениваешь и используешь, и там просто уже Господь. Чтобы люди понимали, что такое смещение. Смещение — это искажение нашего стержня внутреннего, самооценки. А у нас все строится на нашей самооценке. И, опять же, там, один человек достигатор, и он на локтях, на зубах будет вырывать, так скажем, а другой человек, наоборот, у него жертва. Жертва — это фундаментальный сценарий его жизни, это, на этом строится вообще база его функционирования, это градообразующее производство. И получается, вот эти смещения — это самое сильное влияние на человека в паре, по крайней мере, которые есть у нас, которые нам передавали высшие, вот через Иру, то есть с чем мы работаем. И смещение, давай пару примеров приведем классических, чтобы люди поняли, да, что такое, да, как оно работает. Есть плюсовые и минусовые, и мы по классике притягиваемся Сходимся. плюсовые с минусовыми. Плюс первое смещение, может быть, девушки знаете, что это значит. Это когда человек всегда прав. Наши любимые нарциссы, Да. девушки. Это просто, он всегда прав, он всегда знает, а если он не прав, то это все равно не признает никогда. Да, у такого человека он никогда не ошибается, он всегда прав, он идеален во всем, естественно. Он не воспринимает внешних учителей, то есть надо, чтобы учитель был прям супер плюс первым смещением, чтобы тот его Такой же, да, начал то есть. слушать. Да. А остальные идиоты, естественно. Сразу у них Вот. все челядь. Да, с таким человеком можно взаимодействовать только если ты его хвалишь, только вот захваливая, только через, в общем, никакой критики, чуть-чуть критики, сразу человек триггерится, отдаляется, закрывается просто мгновенно, и перестает общаться. Тут надо еще понимать, что эти смещения могут быть разной степени. Может Да, быть, прям да, очень да. Мы сильное, щас очень а может быть, утрируем, да. это мы сейчас прям очень сильно раскручиваем. И как ведут себя в отношениях эти люди? Ну, еще А. вот эта фраза «я слушаю только себя». Надо слушать только себя, больше никого. Да, и берем Всё остальное эзотериков, там ложно. кто-то слушает свою душу, Да, кто-то да, свое да. сердце, но только свое, не Да, дай да, да. бог кого-то еще Внешние авторитеты, они автоматически Их идут нет. Да. очень, очень далеко и надолго. А минус первое смещение — это когда человек слушает только внешние авторитеты, он себя вообще не слышит, не воспринимает, и он такой: скажите мне, что делать, куда идти, как быть, кто я никто. Вот это вечное мне так ощущение нравятся эти никчемности. смещения. Да, я Когда ты их знаешь, это острая тема такая, да, просто у нас так как у нас эзотерический канал, эзотерическая аудитория, классика, например, того, что я встречаю, это вот есть гуру, Да. плюс первый, первый. естественно, который, это гуру всех гуру. И вокруг него, заметьте, всегда есть вот эта стая или стадо. Минус первый. Вот эти, которые мастер. И это люди, которые полностью себя обесценивают. Куда мне идти? Они постоянно говорят, я ничего не вижу. Вот, если мы берем Да. нашу эзотерику, да, все Да. хотят открыть ясновидение, и они про себя ходят и говорят, я ничего не вижу, я ничего не чувствую, у меня ничего не получается. Я Мастер, никто. Да. пожалуйста, святой гуру, раскрой. И вот это просто вот сплошь и рядом. Плюс первый гуру, и вокруг него его Недавно. свита минус первых людей. Недавно смотрел видео про секту Аум Синрикё такая была. И там вот это бог плюс первого смещения, этот их глава, условно, он продавал свои ногти и волосы. Господь. И для чего? Чтобы люди их заваривали и пили чай с этим. И это прям стоило там $100, условно, один ноготь и так далее. Вот это просто гипер, это Ну это прям... бог это плюс первого. То есть, Это понимаешь, ж первый. он ведь уверен на 100%, что его ноготь целебная целеба, Да, и он да, всех да, спасает. да. А, соответственно, минус первые, они готовы за детей. Так как они ведут себя в отношениях, эти прекрасные люди? Великолепные. Классика жанра. Они поругались. Плюс первый, что он делает? Я пошел, Расходимся. я ухожу. Все, их классическая комбинация. Игнор.
я ухожу. Все, я ухожу, и все. Да, Минус суть в том, что люди с плюс первым смещением, им очень тяжело выстраивать близость, Плюс потому что первым. Да, они да. идеальные, потому что их... Они не признают ошибки. Вот это Да, очень... да-да-да. Потому что любая мелочь может тронуть вот эту рану, да, Да, где идеальную они, душу. да, и где, ну, на самом деле ничего не идеально, но так Да. хочется выстроить вот эти баррикады, чтобы все думали, что я вот в хрустальном Да. дворце и все-таки И идеальный. если прям глубже посмотреть, то там сидит очень сильный страх, что от меня откажутся. Что, ну, почему человек становится таким идеальным, чтобы меня любили, пожалуйста, любите меня. И внутри такой сильный страх, что от меня откажется, что как только хоть нотка, как только хоть нотка от другого человека, есть ощущение, что от меня могут уйти, я уйду первым. Все, мне не нужны никакие отношения, все, я самодостаточный, самый крутой. Ну, тоже, Хорошо. если И так проводить далее. параллель, да, между классической психологией, то это избегающий тип Да, Это привязанности, да, нарциссы да, с и, ну, избегающим нарциссы типом с привязанности, избегающим да. типом И привязанности. видишь, в чем прелесть? В классической психологии, ну, если так можно назвать, там сказано, что это не лечится, Да. Бегите это от них. никак не прорабатывается, а с этим можно работать. Это все меняется, это все устраняется, потому что... Причем часто действительно плюс первые, как бы там ни было, это действительно бывают гениальные люди, Конечно. потому что они, так как они очень стараются выстроить эту Да. гениальность, они все-таки как-то ее нарабатывают всю жизнь. Растут Это только действительно, они плюсовые. растут, да, это очень успешные люди. И это не значит, что вот тоже как там хейтят этих нарциссов, и нарциссы, опять же таки, вот да, если уметь с этим работать, и с ними можно построить отношения, и этот человек может измениться. Лучшие клиенты. Если у тебя плюс первый, это лучший клиент. Ну, мы просто не будем сейчас в эту тематику уходить. Да. Так вот, в отношениях что у них происходит? Почему притягиваются разные полярности? Плюс первый с минус первым в отношениях. Плюс первый. Я устал, все, я ухожу. Ну, просто любое что-то ему не по его, он просто сразу уходит. Все, разводимся. Все, в деревню тетки в Саратов. И что минусовые делают? Ну, извини, да я не прав. Да это я не прав. То есть минусовой Всё всегда на всю себя вину берёт. наберет на себя и всегда за все извиняется. Плюсовой... И он будет бежать на край света за плюсовым, потому что люди с минус первым смещением, и у них тоже очень сильный страх потерять, очень сильный страх быть замененным, но у них стратегия другая. Они будут там 3 года ждать. Они стараются сохранить отношения. Вот да, тоже это да, часто, да. опять же таки, женщинам Да. свойственно. Они хотят сохранить, эти от них убегают, и вот это бесконечная Бегают игра. друг за другом. Очень классно, когда... Почему, например, все полярностями притягиваются? Что происходит, если плюс первый с плюс первым соединились? Он плюс первый, она плюс первая, они первое какое-то у них недопонимание. Первая Это ссора, я ухожу, она и я ухожу. Разошлись. Всё. И Ну, потом... и вот тоже очень такой интересный момент, опять же таки, с точки зрения психологии, мы притягиваемся такими противоположностями, потому что подсознательно, опять же таки, где-то в глубине души, вот как сказать, мы всегда хотим исцелиться на самом деле, а у этого условно, гармонизировать, а у этой противоположности, условно, у плюс первого, есть то, чего так не хватает минус первому, вот этой веры в себя, уверенности, вообще хоть какой-то уверенности, хоть в чем-либо, потому что минус первый, они же все вот в этом страхе, да, бесконечном. А у тех наоборот, что они хотят, им не хватает того, что есть у второго человека. То есть вот это желание сохранять отношения, потому что, как ты говоришь, там внутри сидит вот этот страх, что хочется и любви, ну, не страх, а желание, что хочется любви, хочется быть понятым, принятым и так далее. И им как раз не хватает вот этих качеств, умения налаживать контакт, идти в контакт, сохранять что-то. И вот мы притягиваемся, просто не можем это, как сказать, развить, сохранить и взрастить, потому что эти смещения вызывают огромное количество конфликтов. Да, потому что эти смещения — это бесконечный повторяющийся круг, который, он не разомкнется, если его не прорабатывать. То есть просто так плюс первый не начнет уметь строить глубокую привязанность. Ну, видишь, как раз-таки, вот у нас есть, например, тоже тренинг, где мы именно со смещениями работаем. То есть надо понимать, что смещение — это очень сложная штука. Это комплекс сценариев. Это да, и до него надо, еще как бы дойти. И вот у нас есть такой тренинг, и там в чем суть выхода из смещения? Это нормализовать у себя соотношение проявлений 85% плюсового и 15% минусового, потому что плюсовые, они категорично, и что те, они категоричны. Этот категорично я не прав, этот категорично я прав.
И именно гармоничные, то есть проработки, они связаны, направлены на то, чтобы перестроить, что я в 80% я прав, но есть что-то, когда я могу прислушаться к другим. Ну, то есть Есть что-то, допущение, когда да. я могу, там, извиниться, Быть или когда я неидеальным. могу быть, не идеальным. И вот это и является, тем аспектом, когда человек становится действительно гармоничной личностью. На словах это легко, на практике с этим надо прям работать На очень. практике действительно огромное количество пар распадается вот просто под влиянием смещений. Или у них какой-то трэш Или в у них просто в отношениях. отношениях, действительно очень Да-да-да, сильный. происходит просто... Опять У же, меня было очень сильное плюс первое Я смещение, не могу просто поверить вообще всегда, когда нереально. ты это говоришь, я просто не могу поверить. Просто суть в том, что у меня не одни отношения, у меня только одни отношения там в далеких-далеких годах длились полгода, и то мы виделись раз в месяц с человеком. А так у меня отношения больше 2 недель не длились, месяц максимум. Потому что как только я видела какой-то недостаток в человеке, как только я видела, что что-то не сходится, контакт наш, я убегала просто. У меня начиналось такое избегание, что я могла испытывать к человеку сильнейшие чувства, но не отвечать ему на сообщения. Просто вот я не могла физически. И когда я встретила Васю, я тоже чуть после первого свидания не сбежала. видишь, наручники и батарея вообще классно работают. Просто пристегнул. Почему 6 лет вместе не расходились ни на сутки? Да я просто ключ потерял, да и все. И я у себя прорабатывала. Я поэтапно прорабатывала это смещение, чтобы просто не сбежать, если бы мне выше и не говорили: Ира, успокойся. Ну, или тоже, вот я знаю, что, по крайней мере, вот часто у женщин эта история, когда не знаю, какое смещение, честно, возможно, так ко многим относится, но когда женщина начинает постоянно ковырять, ты вот там что-то не такой, ты вот там не такой, ты вот там не такой. Это тоже, наверное, не с первого свидания происходит, Да. но даже вот тоже в сериалах там показывают любые какие-то стендапы, вот она все, как она пилит, вот пилит и пилит, и пилит, и пилит, Это и вот пилит, и пилит. инициатор Да, спасатель. тут видишь, надо Инициатор понимать, что все-таки спасателя. разные проявления происходят под разным влиянием. Мгм. И это как Например, раз-таки... если мы возьмем второе смещение, тоже очень интересная вещь. Плюс второе смещение — это люди, которые имеют очень много интересов, у них переразвитый такой интерес, им все интересно, им все хочется познать. И точно так же и в отношениях они вот постоянно влюбляются во всех. Все. Да, да, Я да, увидел, кого люблю, на том женюсь. Люблю я всех. Да, да, да. Прикольно. Но проблема у них в том, что у них интерес быстро гаснет. То есть, типа, я влюбляюсь, 2 недели я хожу под впечатлением, и через 2 Я от недели мужчин такое слышала гаснет, часто, да. гаснет интерес. Причем мне парни говорили, что они прям реально страдают от Да, этого, что да. он говорит: ну я влюбляюсь, вот она такая шикарная, она прекрасная, все, но я через неделю вообще не могу на нее смотреть даже. И то есть они хотят, они прям мне признавали, что я очень хочу встретить вот ту свою самую любимую, но вот постоянно вот этот сценарий Вот, проигрывается. К это сожалению, не встретит. Пока этот алгоритм внутри, он внутри. Он смещения вообще не- не убираются. Обычно люди с плюс вторым смещением сильным, они всю жизнь, вот в каких-то там одноразовых отношениях проводят, и все. И страдают от этого. И не знаю. И они думают, что это нормально. Суть в Да, том, что Вот как я говорю, да, они смещение думают, что они ощущается, такие. что это я такой. Просто я вот У меня такой полигамный. характер, да, или да. вот я там Ещё и, полигамный. подпитывается это с окружения, с интернета, с саморазвития Конечно. всевозможных источников. Да, это нормально. это Конечно, так- вот про плюс первых моих любимых, да, я там тоже про них писала, что я прям заметила, как вот они учатся друг у друга. Один плюс первый находит более мощного плюс первого, причем где-то, да, можно на просторах интернета, ютуба там и так далее, такой, «О!» И это единственный вот этот человек, который, он же никого не слушает, Конечно. а тут у них так сходится все, он такой, да, вот он нормальный, и он начинает подражать и еще больше укрепляться в этом смещении, еще больше, Да. больше и больше. И вот потом, наверное, они все дойдут до нравится. продажи ногтей. Мне нравится одна фраза одного в инфобизе человека. Сейчас он говорит: я единственный человек, Ой, я кто даже знаю. победил. Кто вылечился от нарциссического расстройства. Просто это настолько фраза плюс первого, ты думаешь, конечно, Да, конечно, да. именно так и было. Я этого человека как раз разбираю уже вторые сутки у себя в телеграм-канале. Друзья, Это просто- подписывайтесь как раз Это просто удивительно. про Ну и смещение. вот, и получается, вот эти, мы сегодня разбрали уже огромное Ты выходишь или что? Можно выйти. Просто говорю. Да не, я просто про минус вторых тоже хотела Ты расскажи давай. Вот, а минус вторые — это кто?
Это те, прекраснейшие которым люди. ничего не интересно, да. Это серые мыши, которых никто не видит, никто не знает, у них совершенно нет эмоций, мне никто не нравится. Да, Я никого не и люблю. они, какая у них может быть проблема? То, что они не привлекательны ни для кого. Ну, то есть с ними вроде я хочу с тобой дружить, но строить отношения, как-то Френд-зона, да, влюбляться такая? в тебя не очень хочется, да. Часто могут вот страдать, это вот постоянная вещь, безответная любовь. Вот я влюбилась, и 5 Она лет. как раз таки сидит и ждет в башне наверху. Да. Она ждет его нормально. Вот у меня было плюс первое смещение и минус второе. И я просто могла влюбиться в какого-то человека, 1,5 года страдать. Он даже об этом Вот не весело, да, подозревал. тебе было? Вообще, да. И в отношения не вступать. То есть, понимаешь, избегание отношений плюс безответная влюбленность постоянно. Это Шикарная комбо. удивительно. Берите да. кофе. А вот я то, что еще замечала, минус второй, когда уже, ну, не такой яркий пример, да, вот как мы сейчас все очень утрируем, а вот мне кажется, женщины много с этим могут сталкиваться, когда человек такой, да мне ничего не интересно. Да, Мне да, не да, интересно. да. То есть вот, ну, Апатия ко всему. классически тоже, да, по сериалам. Вот он смотрит телевизор, а больше ему, ну, в целом ничего не интересно. Или там есть, как, ну, там какие-то конкретные, да, его интересы, а больше, да, и вот это мне И, в не принципе, интересно. отношения зачем? Да, Зачем да, да, нужны да, 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 отношения? зачем, Это зачем? тоже одна из причин, когда люди не могут найти вторых половинок, потому что они банально не понимают мотивации зачем. Мы Не сейчас, хотят. Да. сейчас чуть позже дадим алгоритм именно, как выявить у себя эту мотивацию и ну, ряд первоисточников, как в себе понять, почему у вас не получается с отношениями или там какие-то сложности. Да, давай договорим, вот есть у нас смещение, что еще есть, какие причины Смотри, вообще того, что все рушится ну в вот отношениях? смещение это самая глобальная фундаментальная вещь, ну и вот те аспекты, которые уже были озвучены. То есть, но нужно понимать, что это все работает в скопе. То есть у тебя есть минус второе смещение, соответственно, что? У тебя, скорее всего, какая-нибудь сущность невидимки, у тебя программы, что мужчины меня не замечают, я некрасивая, и то есть оно идет от самого большого и по нисходящей ниже, и комплексом это веретено ты собрал. Ты проявляешь там на сознании, у тебя где-то крутится какая-нибудь мысль, что мужчины козлы, но когда начинаешь это раскрутить, там выясняется такой букет. И опять же, ну, самостоятельно практически невозможно это все выявлять, особенно если ты, ну, не глубоко изучаешь инструменты работы с пацанами и так далее. Опять же, Или если плюс первое смещение, тоже человек будет ощущать, да у меня нет никаких да, он проблем. У меня идеален. нет Нет, проблем, он, конечно, да. У идеален. меня нет никаких... Вот Мне это, не надо блин, я никак постоянно это прорабатываться, все слышу. эти ваши У проработки. меня нет никаких программ. У меня нет никаких программ. И вот Да, я, нет Никаких программ. страхов. я объясняю людям, что вы понимаете, что это не то, что вы ходите и думаете каждые 5 Да. минут, да, что мужики козлы там, например. Нет. Это то, что зашито глубоко где-то, что вы когда-то услышали. Или вот как мы Оно просто сидит объясняли, да, что это да. в прошлой жизни что-то произошло. И это тоненький вот такой вкус можно уловить в проработках, что вот оно где. Как у себя буквально вот я прорабатывала сценарий, там огромный тоже там и в отношениях в том числе. Вот у меня все вскрылись. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Вот это любишь саночки возить, там вот это все. Вот казалось бы, я что, хожу и как дура, что ли, говорю, что не выловишь рыбку из пруда? Ну, Ты конечно. постоянно слышу от тебя, ты конечно, звонишь мне. конечно же нет, да. А вот там оно по факту в купе, вот у меня там где-то из 10 программ был сценарий большой, и вот эта рыбка там, понимаешь, и вот конкретно она Ловится. сидела, ловится, да, с трудом. У меня, ну реально, я Да, вспомнила, да. какой это был сценарий. Это был сценарий, что я развиваюсь только из Ну жопы. да, через И жесть. да, через жесть. И я проработала этот сценарий, на следующий день я реализовала то, что я вообще даже поверить не могла, что я реализую просто вот так вот. И я такая, как так? Вот просто день назад я Да, проработала класс. сценарий, и вот эта Красота. программа с рыбкой была одна из Вау. 10, по-моему. И они Очень все были круто. такие вот тупые, которые я Да, бы никогда не да, да. А ты подумала, думаешь, что... они все умные, да, программы? Они максимально тупые. Короче, еще раз, под видео будет ссылка на диагностику, она бесплатная, всем проходить, всем выявлять Да, свои всем моим программы подарочки. и жить долго и счастливо. Все равно всем жить долго и счастливо и в счастливых отношениях. Я всегда был достаточно, так скажем, крутым чуваком, как мне Как казалось. ты был крутым чуваком, если ты минус первый? Еще раз, в каждой сфере может быть разное то есть ты- проявление. всё, У меня в поняла. аспекте бизнеса и в аспекте работы я был всегда плюс первый, то есть, ну, там, Ну да, руководитель и так отлично. далее. И, соответственно, А я минус первый да, в ну, работе. и получается, как только, то есть я, когда парень на выдане, как это, холост, я крутой чувак. У меня машина, квартира в Сочи, там бизнес и так далее. Я классный и крутой. Но как только я женился,
пошло все по На наклонной. первой жене. То есть, понятное дело, на второй я сказал, а на первой же. Вторая жена получила. Вот, ну, то есть, когда я женился, я не знал, что это первая или вторая, я женился сразу на первой, не стал на второй жениться сразу, я на первой сначала Жаль. женился. И вот, и сразу так я, минус первая супруга, логично, та была плюс первое смещение, и все. Минус первый я начал скидывать ответственность, я начал залазить потихонечку на шею, то есть из того альфа-самца я превратился, в тряпку. Там. Соответственно, как только мы расстаемся, буквально пару месяцев я опять на желанный как жених на Как выданье. это так работало? Еще раз. Потому что, смотри, это за когда связь? мы вместе, я в минус первое смещение сваливаюсь все сильнее и сильнее, и это начинает закрывать другие темы. А у нас с бывшей супругой было одно направление бизнеса. Мы вместе бизнес не делали. И, соответственно, это потихонечку переходило уже и в сферу бизнеса и работы. Да, суть просто в чем? В том, что минус первый, он подстраивается под путь другого человека и Мгм. начинает терять себя постепенно. То есть Мгм. самое тяжелое, что в отношениях минус первый, он, даже если он был крутым, он постепенно превратится просто в потеряшку, не знаю, чем заниматься, что В делать. отношениях с плюс первым, да? Да. И это распространится на другие его сферы жизни, то Конечно, есть его конечно, бизнес там, да. и так далее. Ну и вот и все. И, соответственно, у меня все начало проседать в деньгах. Соответственно, я автоматически перестал быть ей интересен супруге, потому что когда она женилась, я был значительно на другом уровне. Ну и все, разошлись, и пошел рост, ну и так далее. Снова плюс первую И встретил. снова плюс первую. Так, хорошо, Если бы интересно. мы не потому прорабатывались, что вот я говорю, почему у вас здесь так не получилось? Потому что вы стали Потому сразу что мы- прорабатывать. конечно. Опять же, не прям мгновенно сразу, потому что мы еще проходили определенный путь. До того момента, когда мы смещения получили, научились с ними работать, мы, большой путь прошли. Мы просто DVD прорабатывали проработали. много сценариев, которые связаны со смещениями. Нам же выше передавали Мгм. поэтапно, что нужно прорабатывать, чтобы улучшать отношения там. и так далее. Еще очень крутой сценарий, который хотел рассказать. У многих людей есть такое, что я еще недостоин, у меня чего-то не хватает, я еще слишком молод, я уже слишком стар. То есть что-то не так. Вот Мгм. что-то не так, поэтому у меня не может быть отношений. Очень часто на тренинге девушки озвучивают, вот мне надо или начать зарабатывать, или вот реализоваться, и вот тогда у меня будет Да, мужчина. Но очень часто, опять же, мужчина, наша вторая половинка, он является тем ключом, который позволит тебе найти свою реализацию. С Ирой, вот у нее этот сценарий как раз-таки тоже был, что я должна реализоваться и встретить. И ей, понятно, подсказали высшие, нет, ты его встретишь и тогда реализуешься. Да, И мы встретились, и я был... да, Вася действительно мне открыл важные прям ключи для моей реализации. Ну и да, и плюс на начальном моменте я ее условно подстраховал там финансово, то есть я ей дал возможность, чтобы она развивалась и прокачивала свои силы, а я тем самым закрывал финансовую составляющую. Я молодец, мы все, галочки мне, все в комментариях, поставьте мне лайк, какой мужчина молодец. Очень захотелось. Ты мой любимый. Какие еще сценарии? Давай парочку озвучим. Например, есть еще такой интересный сценарий в отношениях, называется «Я ж мать». О, Вот. Это когда женщина в отношениях становится такой вот мамой и начинает, вот я приведу пример, у нас так было в отношениях с Васей, когда мы познакомились, я была такая инфантильная девочка, которая не знала там, чем заниматься и так далее. Потом через какое-то время у Васи начинаются просадки в бизнесе, у него начинает, разрушаться его существующий бизнес, деньги утекать и так далее. И это происходит, где-то в течение полугода. Тут я думаю, что происходит, почему? И Вася начинает, я не знаю, чем мне заниматься, вот это вот все. Я думаю, почему так происходит? И потом вспоминаю, у меня же мама с папой. Такой пример, что мама все тащила на себе, папа вот постоянно думал, как бы реализоваться, но не мог реализоваться условно. И я звоню маме и говорю: мам, слушай, а как ты папу воспринимаешь? Она говорит: как ребенка. Просто еще один ребенок в семье. И я такая: что? Вот. И я начала ощущать, что у меня такое же отношение к Васе, что он как будто ребенок, которого вот мне надо тащить. И я у себя Надеюсь, ты проработала. старше, правда, Да. И я у себя проработала эту штуку. У него восстановился доход, пошел, бизнес, все пошло дальше. Потом мы прорабатывали много чего, чтобы вырасти, и мне в моей реализации, там, и деньгах, и ему, и росли уже дальше вместе, условно. Но это такой очень интересный сценарий, который
мужчину может вот превратить в диванного лежателя, Ну да, мне например. так кажется, это тоже частая история, когда женщина берет условно всю власть, вот как я говорю, там начинает тюркать своего Да. мужа, все, ну главное в семье, грубо говоря, вот просто она за все отвечает, она все тащит, что она ему там говорит, то он условно делает или не делает, и вот они там ругаются. Да, и причем такая женщина, она может даже встретить успешного мужчину, вот, и он просто скатится А в что насчет, отношениях с ним. наоборот, истории, когда женщина вроде встретила мужчину, и вот у них отношения, но классическое, вот многие женщины хотят замуж, а мужчины обычно не хотят замуж. Ну, часто вот это тоже сценарий, что и вот они никак не могут договориться. И уже могут там 5, 7, 10 лет встречаться, и подсознательно, ну, не подсознательно, а внутри женщина все равно хочет этого замужества, а он не хочет, и иногда даже они расходятся на этой почве. Вот это что за история? Ну, смотри, здесь, если в простонародье это объяснять, то это венец безбрачия, условно. Но если разбирать его более глубже, там может быть несколько причин, и они легко прорабатываются, условно. Это может быть, опять же, плюс первое смещение. У кого? У У женщины? У мужчины. мужчины. Да, потому что плюс первые боятся строить близкие отношения, а все-таки брак это как бы уже намек на близость какую-то. Это может быть, например, ведомый агрессор. Ну, та же подключка сущности, который будет избегать ответственности, потому что для них ответственность это что-то тяжелое, плохое, и то, чего не должно быть в твоей жизни. Столько свободные отношения, только независимость. Я вот, короче, сам за себя. Это может быть, ну, в любом случае, это у женщины внутри какие-то программы, сценарии, связанные именно с браком, негативные есть. Может быть, она видела такие примеры, там, родителей, опять же, может быть, по прошлым жизням. То есть это нужно разбирать и выбирать через сценарий. Это не какая-то там То есть под тяжелая венцом вещь. безбрачия часто называют разный комплекс Программы, программ. сценариев, Ну, просто да. это все венец безбрачия, но там кроются разные элементы. И мы сейчас как раз-таки можем дать алгоритм, как у себя выявить один из важнейших элементов, который может ставить запрет на отношения и создавать тот самый венец безбрачия. Потому что один критерий, который это может создавать, это вторичные выгоды. Да. И как выявить, есть ли у вас вторичные выгоды к браку, к семье, к отношениям? То есть, смотрите, что такое вторичные выгоды? Вторичные выгоды – это у меня есть какой-то, условно, профит, если будет так или не будет так. То есть, ну вот у меня есть... От негативного события. Да, то есть у меня есть какие-то профиты от того состояния, в котором я нахожусь. Ну, от того негативного. А это негативное для тебя состояние, потому что ты ведь хочешь от этого уйти, ты хочешь жениться. Для этого, чтобы диагностировать себя, нужно задать 4 вопроса. И, соответственно, они покажут, какие именно программы, какие именно алгоритмы на вас влияют и формируют вот этот венец безбрачия, условно. Ну, или любой другой Или любой другой сценарий, правильно? да, конечно. То есть, смотри, это все, это каждый зритель, каждый человек, который смотрит этот эфир, обязательно его сделайте, и вы много интересного найдете. Ну да, простые примеры вторичных выгод. Это, например, мать-одиночка, которая очень хочет найти отношения, но не может их найти почему-то, а на самом деле у нее вторичная выгода, что она получает пособие по, ну, Но они же например. небольшие Ну, очень. Зато это ее доход, она без этого вообще да, доход да, никакой никого условно. не было. Женщина, например, не может выйти в реализацию в отношениях с мужчиной, ну вот не может начать, короче, любимым делом заниматься, а на самом деле у нее внутри сидит страх, это тоже вторичная выгода, Вася расскажет, что если я начну заниматься своим делом, мужчина перестанет меня обеспечивать или там мне дарить подарки или обо мне заботиться. Ну вот, надо задать 4 вопроса. Первый вопрос – это что будет хорошего, классного, там, фантастического, если я найду свою вторую половинку? И прям садитесь, задаете себе этот вопрос и выписываете минимум там 10-15 аспектов. Это та мотивация, которая поможет, если у человека как раз таки нет мотивации, я не знаю, зачем мне отношения, вот именно этот вопрос, ответ на этот вопрос позволит вам сформировать эту мотивацию. Это такой положительный аспект. Дальше вы задаете себе вопрос, что будет хорошего, если у меня останутся то, как есть. Если у меня не будет отношений. Вот что будет хорошего? И там может светиться, я останусь свободный, я буду, мне не нужно там брать ответственность, мне не нужно, не знаю, там... Никто не будет меня критиковать, обесценивать. Да, я могу раскидывать носки, где хочу, мне никто не будет пилить за это. Ну, у каждого свое. Да, у каждого будет свои. То есть
Это как раз-таки и есть те самые вторичные выгоды, зачем мне не нужно туда. Которые Дальше, нужно да, прорабатывать. это все прорабатывается. То есть вот вы выписали, и это все нужно через специальные практики поубирать. Причем лучше выписывать, наверное, еще даже самые глупые, которые Да, просто да-да-да. всплывают. Кажется, да Есть не. еще одно дополнительное. То есть вы выписали там 10, все, не может, ну нету уже ничего. И потом можете там взять какую-то паузу 10-15 минут. А что еще? И Мгм. после этого, скорее всего, еще вылезут несколько самых глубинных программ. Самые Да. глубинные, да-да-да. Третий вопрос, который можно задать, это что произойдет плохого, если я достигну цели, да, если я найду прекрасные отношения. И там может вылезать, я потеряю свободу, да, или там меня будут контролировать, или от всех там мужчин проблемы и так далее. И это на самом деле те подсознательные риски, которые человек боится, что они реализуются. И с этими рисками нужно работать, также их прорабатывать, условно. Что прорабатывать, перепрошивать, что когда я вступлю в отношения, я все равно буду свободен и буду чувствовать себя легко и хорошо. И четвертый вопрос, который можно задать, это как раз, что произойдет плохого, если я так и не достигну своей цели, если я так и не вступлю в отношения. И Мгм. вот там вылезают наши самые глубинные страхи. То есть я навечно останусь одиноким, я буду несчастен, я буду, в общем, всю жизнь Не страдать. реализую Ну, у себя. кого-то тоже Да-да-да-да. никогда не рожу детей, там, кто Да. хочет детей и Да. так далее. Четвертый вопрос, он вскрывает наши страхи, а страхи – это наши подсознательные цели. То есть, если вы чего-то боитесь, значит, внутри вас сидит такая цель, и вы неизбежно ее достигнете рано или поздно, если не будете менять эти алгоритмы, если не будете прорабатывать эти страхи. Поэтому очень важно это убирать. И вот эти вторичные выгоды, эти 4 вопроса, их обязательно, эту практику нужно сделать, посмотреть, что вам мешает, и это убрать. И вы уберете один пласт того, что мешает вам сформировать отношения там, с существующим человеком или встретить отношения, встретить своего партнера хорошего, классного и замечательного и так далее. Опять же, мы сегодня много разбирали, да, различных тематик, то есть ряд пластов, ряд направлений и сфер, которые могут влиять на человека и искажать его отношения, в принципе, делать их невозможными. И нужно вот с разных сторон подходить, то есть разные аспекты. Вот через практику вторичных выгод вы многие сможете убрать очень болезненные и очень проблемные для вас аспекты. Но опять же, дотянуться до смещений, дотянуться до сущностей, дотянуться до сценариев могут быть сложности. Для этого нужен опыт, для этого нужен навык в диагностике и так далее. Опять же, ссылка на диагностику будет под видео, можете смело заходить. Да, ну и тоже, кому будет интересен именно тренинг ребят по отношениям «Магия любви», то я, конечно, очень рекомендую. Ссылки также будут в описании. А еще пишите, когда проверите себя по этим 4 вопросам, какие вторичные выгоды у вас. Я все читаю, обсудим с вами. Да, еще про страх, что страх на самом деле это сигнал от нашего подсознания о том, что нужно проработать, то есть о том, что человек куда-то идет не туда, его ведут какие-то негативные сценарии и могут привести к полнейшей жести. И подсознание таким образом сигналит: проработай это, пожалуйста, чтобы это не То произошло. есть мы не просто так боимся Да, всегда, да-да-да. Вот да? это, знаешь, классическое «идите в страх». Идите, ну, Идите просто на свои через физические, программы. да, через физические действия преодолейте его. И это хорошо, если это что-то мелкое. То да, вы можете через физические действия пройти, то есть это на вас сильное влияние. А если это что-то глобальное, я умру, меня покалечат, изнасилуют, убьют и съедят, получай. Да, или там мы с моим человеком разойдемся, вот какой-то сильный страх, Ну что вот да, мы да. разойдемся. Нужно его обязательно прорабатывать, выявлять, что за сценарии ведут вас к разводу. Расскажите поподробнее про ваш тренинг, как именно там устроена вообще система. Я поняла уже, что там проработки. Да, ну Что смотри, именно? у нас многоуровневая, в принципе, система, потому что, ну, поняла уже из данного диалога, что есть ряд аспектов, которые влияют. И, например, там есть тренинг по потенциалам. То есть если человек, ну, это первая ступень, которую здорово, если человек понимает себя, понимает других людей, окружающих, детей, ну, это классная штука. Есть тренинг управления реальностью, это работа со своим подсознанием. То есть это инструмент, и человек обучается инструментам, через которые он может влиять на любые свои сферы. И есть конкретно тренинг, называется «Магия любви». Он непосредственно связан с работой через подсознание, именно с отношениями. И там что делается? Там выявляются эти контракты из прошлых жизней, прорабатываются, выявляются все
вторичные выгоды, выявляются запреты, выявляются сущности и даются алгоритмы по проработке этих всех аспектов. Плюс там проходят живые сессии с Ирой, где Где я удаленно удаленно прорабатываю. прорабатывает и, наоборот, выстраивает эти связи со своими людьми. То есть делает практики, чтобы они притягивались. То есть нужно это восстанавливать, потому что если вы проработали эту связь, ее надо еще Негативную восстановить. И вот там помимо практик, помимо инструментов, заданий, там еще и есть проработки, где Ира непосредственно вживую работает с людьми. То есть поэтому это тренинг Точно такой... так же я помогаю выявить негативные программы и так далее людей. То есть мы вместе собираемся и смотрим, что сейчас влияет на человека и мешает ему идти дальше. То есть этот тренинг, он ориентирован прежде всего на то, чтобы или гармонизировать существующие отношения, или найти человека и привлечь в свою жизнь своего человека. Да. То есть на нескольких уровнях это работает. То есть привлечь человека и выстроить гармоничные отношения. Но опять же, по Причем факту... не только в романтических, условно, Мгм. отношениях, но и в дружеских, да, то есть эти практики и на дружбу, и на Бизнес-партнерство бизнес-партнерство, да. На То все есть на аспекты налаживание коммуникации, отношений с именно, да, окружающими. отношения. Но это просто там везде все равно есть эмоция любви, эмоция, приязни. То есть, грубо говоря, для всех, кто хочет наладить любые отношения с людьми, да, независимо от того, это партнер, любимый человек, друзья, родители, бизнес-партнеры или коллеги по работе, Да. этот тренинг будет отличным решением. Да. Есть еще у нас проработка смещений, такой отдельный инструмент, но, опять же, это уже для людей с определенным левелом, все-таки вначале лучше или на магию любви, или там на управление реальностью, то есть с этого начинать. По ступенькам, да. Да, и идти по Потому что ступенькам. смещение это очень тяжелые вещи, То есть просто которые там нужно практики такого прорабатывать. уровня, что они будут непонятны. Они просто будут непонятны человеку, и поэтому лучше идти вот поступенчато и работать с собой, и как раз-таки убирать эти программы. То есть зачем лезть сразу на босса 10 уровня, если там еще приспешников куча, которые тебя Ну, заклюют? в любом случае, пока ты идешь по Ты этим практикам, оно прокачиваешься. очень гармонизируется в любом случае. Во-первых, ты и так. усиливаешься, ты улучшаешься, ты меняешь уже свою жизнь. Во-вторых, ты апгрейдиваешь себя, прокачиваешься, чтобы справиться с тем самым боссом. Да, очень многое можно решить. Ну, то есть мы же с Васей построили классные Да, то есть отношения, мы там смещение... хотя смещение мы только там пару лет назад получили. Ну да, условно. кстати, То действительно. есть сначала мы просто... То есть то, что сейчас происходит, то есть тот путь, который мы проходили, условно, мы топором строили дом. Только у нас был топор, и мы с ним строили дом. А сейчас можно, огромное количество оборудования есть, благодаря которому значительно легче, быстрее... Дворец Да, и построить. лучше построить и качественнее дворец. Ну да, Ира же постоянно еще получает обновления Да, на да. все программы. Вот это тоже отдельный прям такой плюс. Вот на магию любви тоже сейчас получаю новые знания. Ты мне Потом постоянно расскажу. говоришь, да, я на магии любви получаю новую информацию, я на магии любви, причем раньше я не знала про этот ваш тренинг, Ага. и ты постоянно мне про него говорила, я думаю, что ты там ведешь, еще отдельная работа у тебя какая-то. Подработки. Да. Класс, ребят, я вас очень благодарю. Вообще от меня лично отдельная вам благодарность за ваши практики, потому что у меня практически реально ни один день уже не проходит. Ну, конечно, я делаю себе выходные иногда, но я понимаю, что мне же выгоднее без выходных делать эти проработки, потому что постоянно они довольно простые на самом деле, но то, как кардинально меняется все в жизни после них, это, конечно, безумно ценно. Поэтому отдельная благодарность вам. Это комбо мне и нравится, то, что они, с одной стороны, простые в выполнении, а с другой стороны, очень глубокие и круто работают. Да, и еще раз повторюсь, мы оставим практики по работе с подсознанием, мышлением через фильмы. Как через фильмы можно уже перестраивать и отношения, и вообще другие сферы. Да, это не самые глубокие практики, но их могут применить сразу. То есть люди могут сразу их взять и сразу от них получить пользу. То есть и мы их также оставим в бонус тебе. Потому что ты великолепная, кайфовая, классная, замечательная, красивая. И ты классная. И, конечно же, ссылка на бесплатную диагностику также для всех моих подписчиков активно в описании, поэтому успевайте, переходите. Да, там будут делать мастера, но кому-то будем лично, возможно, ему делать эти Вау! диагнозы. Такое тоже можно. Вау! Это что нужно сделать? Магия. Это нужно в течение обстоятельств. Загадать желание. Хорошо, ребят, все.
Я благодарю тебя. Это все мы будем вставлять. Тихо.